так выглядит. Вот такой чужой. Задута пена, туда просверлены эти самые отверстия. Вот так. И прикреплено просто на скотч. Не оторвала пена. Ну, посмотрим сейчас. Саша снимет. Оторвала пена? Ну, выперла чуть, но это не в счет. Ну, в общем так, пока такой эксперимент так длится. Ну что, так, Саша тут провела эксперимент. К туре снизу она прикрутила гипрок чужого. Это чужой. Напрыгивает. Короче, там какой-то рельеф создали для того, чтобы попробовать, как это будет работать. То есть мы хотим сделать большой пенный кожух, да? И там есть какой-то рельеф, она сделала какой-то разделительный слой. Сейчас посмотрим, что получилось. По-моему, из газетки слой разделительный. Здесь она использовала просто картонку и скотч. Но мы будем использовать, скорее всего, арголит и саморезики. Так, сейчас спустим. Так. Ну, давай, разнимай. Давай посмотреть, что получилось. Ассистент? Как? Благодарю. У нас тут ассистентка. Я Чего? нормальная. Ну да, конечно. Так, позвольте. Только это самое, подальше, пожалуйста, шуруповертом отвели. Ну давай, открывай ее. Она приклеилась, скорее всего, к гипроку, но это не суть. Да, приклеилась чуть-чуть пены к гипроку. То, Но что нам это не... выперла. Да, много. Приборчик. Идея была в том, как она будет себя вести вот так, наверху. То есть она наверху заполняла. Не вот так, а потом прикручивала, а наоборот, полностью имитировала работу на розетке. То есть когда она у нас была в подвешенном состоянии наверху, вот там. Ножом надо. Ножом надо подрезать. Так, Вот это видишь, наш была бумажка туалетная. Да, туалетная бумага. И она прям, ты ее намочила и проложила полностью этот самый рельеф, правильно? Угу. Молодецка. Все получилось. Получилось. В общем, мокрая туалетная бумага, как разделитель выступила. По сути, вот у нас здесь... довольно жесткий кожух. Но Да. он проминается. Ну, если его не его мять мять, сильно. то Не, ну нам надо несколько отливков, и мы будем пробовать так делать, конечно. Это была имитация просто из гипса. Она сделала просто такую, как будто бы у нас же будет... Если бы у нас наша модель, залитая силиконом, она лежала бы вот так на столе, то она была бы гладкая. Но так как она у нас будет подвешена вот так, то, естественно, вот эти вот сопли будут свисать, и мы никак не добьемся. Мы можем добиться, чтобы это было гладко, но это будет тупо. Ну, тратить миллионы часов на то, чтобы сделать ее гладкой. Поэтому нам нужно было именно такой эксперимент провести. И плюс получаются естественные замки. Вот это вот все. То есть естественные замочки, и она обязана обратно хорошо лечь. Так, наверное, да? Ну вот. Или не вот. Вот она лежит теперь. Плотно, все. Она села в свои естественные замки. Потому что у нас наверху будет именно такая структура силикона. Формы именно. Вот так это будет. Так что считаем эксперимент удачным. Просто теперь надо произвести это все на размере в раз 100. Больше Да. квадрата, по-моему. Там больше квадратного метра будет. Квадрат с копейками. 160 на 120, но это будет тоже вот такой вот трапециевидной форме. Да, это прокатит, скорее всего. Че, прокатила? Я горжусь. Горжусь? Да. Ну ладно, горжусь-ка. Горжусь. Стоит ли чего говорить, что этот кожух, он абсолютно невесомый. То есть он весит, может 5 грамм 10. Я не знаю, сколько он весит. Сейчас посмотрим на это самое. Там у нас намного больше размер, намного больше. Здесь у нас размер 10, 12 на вот так вот, если взять, наверное, на 16. А там в 10 раз больше, соответственно, в 100 раз больше. Там в 10 раз больше по размеру. Снизу высота 4,5 метра. Она 160, вот так, 170 даже, по-моему, 160 точно, вот так. То есть радиус ее вот так вот 80, то есть ее полный размер 160 на 220 с копейками. Вот так вот, 222, что-то такое. То есть реально это получается в 10 раз больше по площади, как бы, наверное, в 100 раз, чем вот этот маленький кусочек, который мы сделали. И нам нужен очень легкий кожух, поскольку если мы будем изготавливать сюда как что-то там типа гипс, то это будет очень тяжело. А мазать сюда, например, эпоксидку, это будет дорого и тоже сложно.
проще всего использовать пену. Проще всего. Потому что вот это вот внутри корона, которая идет вот внутри, как бы она вообще, она очень толстая. Ну, мы потом поближе подойдем и посмотрим на это. Она вообще очень рельефная и такая толстенькая розетка. Она не плоская. Она выглядит как бы кое-как. На самом деле она плотная такая и такая мясистая. Ну что, привет, друзья. Начнем следующий видеоматериал. Он будет тематическим, наверное, скорее всего. Так, закончили мы на расчистке, мы расчистили все, что мы могли расчистить, все, до чего мы могли дотянуться. И дальше обстоятельства у нас сложились так, что нам нужно заниматься изготовлением розетки. У нас есть одно место, где розетки нет. Сначала посмотрим, что мы сделали в прошлом ролике, что у нас уже готово, и потом посмотрим на саму розетку. Здесь у нас даже успели уже воздвигнуть не до конца, не доходя до карниза, они воздвигли тут эту самую звукоизоляционный какой-то материал, тут гипсокартон, за ним звукоизоляция. Я не хочу углубляться, это мне не нужно. Короче, мы здесь все почистили, вот здесь почищенный потолок полностью, они не поднимались вверх, нам ничего здесь не нарушили, не тронули. Те, кто занимался стеночками, слава богу, и спасибо им на этом. Здесь у нас все расчищено, расчищен десюды порт, расчищен здесь десюды порт, все чистенько и классно у нас. Чистенькие потолки, и там потолочек у нас тоже чистенький. Все дожидается, мы все ждем, не дождемся, к нам должен приехать, подойти, как-то дойти архитектор, наш дизайнер, и он как-то все никак, а мы вот. Да, видно, здесь чуть темнее, потому что здесь было чуть другое покрытие, мы потратили усилия для того, чтобы здесь снять. Здесь был не просто мел, здесь была еще красочка какая-то. И есть подозрение, что, ну-ка, отсюда будет видно, вот видно, темное. Здесь что-то когда-то протекало. Это как бы у них сверху, над нами еще квартира, и там у них мокрая зона, как бы что-то вот связано с кухней, либо уборная где-то вот над нами. Почему-то так. Ну, это старый фонд, это нормально. В общем, здесь почищено, все вычищено. И даже вот еще одна комнатка у нас есть почищенная. Вот мы идем, доходим до нее. И вот здесь она почищена, и здесь нет розетки. Здесь видно, вот угадывается, видно, да? Камера видит же. Вот угадывается контур розетки. Даже вон центр кто-то отметил там. Да? Она здесь была во время постройки этого здания. Это почти 130 лет назад происходило. Конец 19 столетия. Но потом товарищи коммунисты сделали тут перегородку. Они же везде делали перегородки, да? И здесь вот есть следы перегородки, где они рубили, тут разрубали все. Они ставили перегородки, чтобы увеличить количество проживающих в этих комнатах. Это был доходный дом, а им надо было что-то другое. В общем, у них перегородка пошла ровно по розетке. И вот мы на этом канале, да, мы встречались с таким, что вот оставляли. Что они, бывает, оставляли, либо делали аккуратно. Здесь они не стали манерничать, не стали ничего делать. Короче, они выкинули эту розетку. Ее здесь не было, считаем, ну, около 100 лет ее здесь не было. Вот. Вот такое у нас есть место. Мы сейчас не дочистили, поскольку тут занимаются гипсокартон, что-то мусор такой. Потом по чуть-чуть потолочек надо будет дочистить. Это не суть, это дело быстро это быстро. Надо будет удалить вот этот вот участок штукатурки и сюда вставить розетку. Комната такая у нас есть с грифонами. Угу. И вот в первом ролике, конкретно по этому проекту, я говорил, что вроде бы и нет у нас такой розетки в этом доме. Что нам надо же копию сюда, нам надо же такую же, которая должна здесь быть, была бы быть. Есть. В этом доме есть такая розетка. Момент. Мы пытались ее найти в интернет-магазинах, в мастерских, чтобы не заниматься там копированием или еще чем-то. Мы не смогли найти такую же. Есть подобные, но не очень даже близко подобные. Есть что-то рядом, но такой конкретно. Я через всех знакомых спрашивал, показывал фото. Ребята, может, у кого есть? Нет. Такой розетки нет. Но у нас она есть в доме, и мы сможем снять копию, чтобы водрузить ее обратно, вернуть ее туда, где она была задумана. У нас есть такая же комната, с такими же карнизами, с такими же катушами, с грифонами. У нас есть такая же комната. Правда, одно но, обычно, как обычно, одно но. Эта комната, квартира находится в состоянии ремонта. И из всей квартиры эта комната, этот потолок, который нам предстоит, он уже отремонтирован полностью. Ну, как бы отреставрирован, он уже покрашен.
И это уже там стоит так давненько, то есть там уже год, наверное, это уже там давно сделаны работы. Так что нам надо по новому какому-то чему-то, по новому ремонту вот поработать, снять полную копию розетки. Пойдем посмотрим, чего там. Что-то будет видно? Не, нифига не видно с таким. Что-то видно. Вообще есть у нас такая розетка, вот она, но у нас будет плохой свет, хорошего света у нас нет. И будет здесь очень эхо, серьезное эхо, ну извините. Такая же комната, вот она, такая же комната у нас есть в этой же доме. И видно, что здесь отремонтировано. Здесь уже готовые стены и готовые потолки в каком-то приближении, да? Но это как бы считается готово. Вот они, те же грифоны, тот же карниз. И у нас есть вот такая же розетка. В общем, вот она. Она есть, эта розетка. Аналога мы ей не нашли, аналогов не было у нее в продаже. Нам приходится снимать форму отсюда. Размер этой розетки, вот так она, 160, то есть полный размер 160 на 220. Вот такая. Высота 4,5 метра. То есть и она поэтому кажется, вот я смотрю, я как бы держу камеру на расстоянии вот таком. 25 сантиметров от глаз. Да, вот я стою просто, стоя, смотрю туда, и вот она мне вот такая. Вот такая маленькая. На самом деле она огромная. И это большой минус для нас. Пойдем наверх. Ну, вдруг пыльно. Ну, вдруг пыльно будет. Мы приготовили арсенал некогда. Здравствуйте. До свидания. Короче, у нас есть много. Юнисил 9131. Это не самый дешевый вариант, потому что и в них есть что-то, может быть, там Алкарсил. Мы не хотели экспериментировать, потому что год назад у нас был Алкарсил 315, по-моему, какой, он вставал за 10 секунд. Это было не то, это не то. Мы попробовали уже, мы снимали какие-то микроформы, мы уже что-то работали немного именно из этой партии. Юнисил 9131, нам известный материал, он работает как заявлено. Минуток 20 у нас будет поразмазываться, так что хорошо. Разделитель, не знаю, будем применять, не будем. Но он есть, обычный этот разделитель. Это пента, по-моему, или что это? Не пента, я не помню. Где-то покупали, где-то на... Где-то покупали, не помню где. Так, что у нас есть? У нас есть много кисточек. О, миллиарды кисточек, потому что кисточки тут будут улетать у нас. Вот, у нас есть загуститель, их какой-то местный загуститель. Очень дорогой загуститель, прям дорого стоит. Его надо 2%, но мы взяли на все. У нас есть еще смузоновский какой-то. Не смузон, Тивекс, смузон, не, по-моему, Тивекс просто. Есть загуститель и есть родной, их как бы, Юнисила загуститель. Ну, посмотрим, что-то он стоит прям прилично. То есть 300 грамм мы купили, что-то 2500 рублей. Ну, так как-то. Банка сейчас стоит, кстати, компаунда обычного Юнисил 9131. Мы снимаем сентябрь 23 год, стоит 1250 рублей. Ну, с этим. Как бы с компонентом вторым своим, с катализатором. Так, ладно, смотрим на испытуемого. Итак, наша огромная розетка. Здесь производились, в этой комнате производились реставрационные, ремонтно-реставрационные работы. Об этом это все к тому, что мы будем делать и зачем мы будем делать. Я поверну на себя. К тому, что мы и зачем будем делать. Вот так, чтобы было видно розетку. Здесь когда-то я не спрашивал, сколько это стоило собственникам и за сколько времени это было сделано. Но сделано здесь, скажем так, не лучшим образом. Я это не осуждаю. То есть это сделано, как сделано, это уже сделано. Об этом все осведомлены, то есть как это сделано. То есть всем было нормально. И если меня, ребята, кто делал эту комнату, если вы меня смотрите, у меня ничего личного вообще. Я просто аргументирую свои действия. Я же могу по-разному подойти к работе, к снятию формы, к копии. И мне нужно выбрать какой-то путь, один путь. И вот поэтому я аргументирую свой подход к этой работе, конкретно сейчас. Так вот, здесь сделано так, ладно, это всех устраивает, как сделано, но это не устраивает конкретно нас сейчас. Я сейчас покажу вблизи, как это сделано. Ребята, кто делал, кто, может, узнал свою работу, ничего личного. Ничего личного. Ну, у вас была своя ситуация, вы в ней там действовали. Окей, это нормально. Давайте посмотрим. Мы смотрим без света на это все, нам кажется, что все хорошо. Не очень-то все хорошо, да? Ну, не очень все хорошо. Замазано штукатуркой. Забит рисунок в плане. Здесь должны быть цировки, здесь должна быть вот эта вот царапка, гребеночка такая.
Это покрасилось механическим путем, это покрасилось пульверизатором, поскольку сюда залито много, вот на плоскость залито хорошо, жирно, а вот в поднутрение, а я потом включу освещение, чтобы стало понятно, как поднутрение, поднутрение вообще даже не прокрашено, то есть туда ничего не попало. То есть оно как-то там что-то туда залетело, чуть краски, ну и ладно. Где-то я еще видел, ну вот, например, вот это вот такое. То есть здесь что-то замазано, недошкурено как-то и вот так. Мы с собственниками этой квартиры, конкретно это же другая квартира, мы договорились, что мы после того, как поработаем здесь, мы чуть-чуть уберем какие-то, ну прям косячные какие-то штуки, ну вот типа вот такого чего-то. Но мы не сможем, скорее всего, не сможем ее привести в какое-то прям хорошее, классное состояние, как будто бы здесь был чистый мел. Мы, скорее всего, мы не будем в эту сторону двигаться, у нас нет договоренности. Нам надо, первая работа, нам надо снять форму. Помигивает, не знаю, ну видно вот темные пятна, это не прокрас, это все туда не прокрасы, вот туда вот. Ну по-другому мне не сделать, у меня нет другого освещения сейчас, чтобы прям показать. Но я думаю, сейчас стало видно, что здесь происходит. Вот это вот такое. Да, понятно, что здесь 4,5 метра, но здесь шубка, ребята, здесь должна быть шубка. Вот она даже проглядывает где-то, но здесь ее нет. То есть это, по моему мнению, это залито хорошо, залито из этого самого, из распылителя какого-то. Потому что где-то много получилось, где-то много попало. Вот сюда, например, на какие-то выступающие части, вот здесь, а здесь должны быть прорези на листочке, оно видно, но их нет. Здесь много, а где-то, где было сложно залить, да, вот туда, вот куда-то, где хорошо бы было кисточкой, да, вот туда промазать, там ничего нет. Ну и, в общем, так, как-то вот так это все выглядит. Конечно же, мы не можем снять просто форму такую, как она есть, и просто сказать, это она такая родная. Нет, она не родная, нам придется что-то с ней сделать, нам придется вернуть какой-то исторический первоначальный вид, что-то с ней произвести, потому что, ну, понятно, что листочек не должен быть таким. Ну, я думаю, что это как бы, ну, вот такого не должно быть. Этого не должно быть. Неважно, хоть на 25 метрах она будет находиться, но вот это то, что я вижу здесь. Вон, шлифмашиной чуть работали, и так и листочек срезали. И не восстановили его. Ну, вот такого какого-то. Потолок, кстати, здесь сделан хорошо. Они здесь наклеили стеклохолст какой-то, пока это держится. То есть он более-менее ровный, но примыкание дальше уже вот так как-то получились. Вот что-то вот такое. Ну, видно. Вот, шубка. Должна была быть шубка. И здесь она тоже должна была быть. Но нет, ее там нет. В общем, нам надо что-то с этим сделать. И у нас есть два варианта, как мы можем поступить. Касательно самой поверхности. Касательно поверхности самой розетки. Два варианта. Расчистить. Расчистить ее полностью. Полностью расчистить ее до реального исторического основания. Так, как у нас уже расчищено, вот в предыдущих роликах я показывал, как оно расчищается из-под мела, да? Расчищается очень хорошо, чисто, классно, прям как оно было придумано, так оно и есть. Кстати, кто вдруг не в курсе чего, у нас в описании к ролику есть ссылка на весь проект, на плейлист с проектами. Я где-то здесь вставлю всплывающую подсказку с этим плейлистом всего этого проекта. Мигает, тут мигает. Ладно, вернемся. Расчистить полностью, чтобы полностью дойти до исторической темы. Либо не расчищать и снимать вот так, как есть. Вот как она есть, а потом прорезать в гипсе. Это два варианта. То есть либо мы полностью расчищаем, вот это вот все такое, то, что там забито, полностью вычищаем и потом снимаем форму. Либо мы снимаем форму, а потом уже, руководствуясь тем, что у нас получится, мы уже как бы прорезаем, возвращаем ее в исторический вид. Мы пойдем путем номер 2. Мы начнем с того. Может, оно и не пойдет у нас никак. Но мы пойдем путем номер 2. Мы снимем форму и будем работать с ней, уже прорезать ее, возвращая ей нормальный вид. Поскольку у нас есть, даже если мы можем там не догадаться о каком-то где-то рисунок, как идет, у нас есть где посмотреть. Мы можем пойти в ту квартиру, где мы работаем, собственно, и там найти подобные элементы, понять, как они строятся. Почему мы не будем расчищать? Поскольку это делалось недавно. Здесь не дочищено, здесь остался где-то мел, и здесь грунтовано. И просто удалив краску, это, к слову, вообще про работы по новым ремонтам.
Это намного сложнее, чем если бы никто не трогал. Если бы даже здесь масляная краска была бы, мы один бы раз прочистили, масляная краска была бы, обычно она там на мелу каком-то, мы бы дошли до нее, до мела, расчистили бы, промыли бы, получили бы идеальный рисунок. Но нет. Здесь производились работы, здесь какими-то шпаклевали, штукатурили туда-сюда, и здесь нагрунтовали остаточный мел. И даже удалив краску, мы с этой грунтовкой ничего не сможем сделать. Либо это вызовет, ну, повлечет за собой абсолютно незапланированные, огроменные трудозатраты, к которым мы сейчас не готовы. Грунт. Тот грунт, который там есть, а он здесь есть, потому что все здесь покрашено, здесь хорошо, да, покрашено добротно. Так вот, тот грунт мы сможем как простейшим образом, как бы мы могли пытаться удалить, да? Кто помнит, пару лет назад у нас был проект, где у нас тоже был нагрунтованный мел такой, что с нами там происходило, кто помнит. Мы удаляли с помощью уксуса. Уксус что сделал? Кислота, мел, мы получили соли, выходы солей, где-то больше, где-то меньше. В итоге мы там, мягко говоря, очень мягко говоря, проигрались с несколькими розетками чуть ли не месяц там, и так это было все. Но тогда, по сравнению с сейчас, тогда у нас было кое-что. Чего у нас нет сейчас? У нас был хавспригрунт. У нас был изолирующий грунт, которым мы могли перекрыть желтизну и всякое разное. А сейчас у нас его нет. Потому что 2023 год, осень, и хавспригрунт, аллигатор нам недоступен. Ну так, по крайней мере, вот сейчас в осязаемом быстром таком будущем. То есть, чтобы сейчас что-то проделать, тут работу, и потом им покрыть. Нет. У нас его нет. И его не достать. Простыми, ну, как бы понятными способами его не достать. Поэтому убирать краску мы могли бы, и могли бы и убрать, это обычная модемассионка. Но то, что под нею, мы не сможем убрать. Просто. Ну, как бы, достаточно понятно. Я не имею в виду просто, типа, вот так это и сделал. Не, я имею в виду понятно. Мы не сможем, скорее всего, мы уплывем в сторону там каких-то кислотой воздействия и так далее, чтобы прочистить больше. Мы зачем должны были бы это делать? Чтобы прочистить рисунок, чтобы дойти до исторического. Но повреждения, которые мы нанесем в этом процессе, будут нежелательны. Это будет несопоставимо с профитом. Абсолютно, ну то есть никак не сопоставимо вот эти возможные разрушения. Причем, учитывая, что нам не нужна форма всей розетки, огромной розетки, нам нужна только ее половина, поскольку она прекрасно строится, она как бы из двух половин, она исторически из двух половин. У меня не срежиссировано ничего, вроде бы я попытался и объяснил свою позицию, то есть что мы будем делать. Мы будем идти путем номер 2, мы будем вот так, как есть краска, мы готовы к тому, что нам придется перекрашивать, и не просто эту розетку, а, скорее всего, весь плафон потолка нам надо будет перекрашивать, и поэтому мы будем снимать напрямую, просто напрямую с краски силиконом. А дальше как пойдет уже. Где-то чего-то, все равно нам надо будет где-то ее подчистить, туда-сюда, что-то там еще подделать с ней. Вот так. Не, она не спит там, не. Короче, это огроменная штука. Ну-ка, стой, чтобы понятно было. Вот так это выглядит. Это обычная девочка. 120 у нее, сейчас между руками было 100 где-то. Это огромная розетка, и мы думали по-разному. Но думать, что думать? Я не знаю, сейчас камера может... Она видит, вот этот тень она видит, да? Это разделение этой розетки, вот оно пошло вот так. Где-то здесь между листьями, то есть она из двух половин. Вот так, и, соответственно, вот там, вот так. Вот, видно его. Вот здесь. Да, тоже. То есть это вот такое разделение, и, скорее всего, вот этот... Как бы венок, вот эта центральная, вот эта корона, которая есть, она массивная. Это массивное все, ребята. Камера и телефончики ваши вот эти вот спичечные вам ничего не представляют абсолютно. Это огромное. У меня рука 22, наверное, сантиметров с кончика пальца до ладони вот так. Наверное, вот так. То есть это огромное, оно будет само по себе весить очень много. Размер получается, я говорил, да, 160 вот так на 220. То есть половина ее будет 110-120 на 160 вот так. Ну прям много. Это много, это тяжелое. К этому мы подойдем, к тяжелому потом. Наверное, пойдем так, потому что вариантов было несколько. Мы попробуем снять, потому что варианты какие были. Давайте рассмотрим, что было, о чем мы уже сидим тут, да, рассказываем. Мы могли снять половину, вот так, только плоскость,
отдельно как бы снять центрульку, отдельно снять вот эту центрульку, получить несколько деталей. Но она монтировалась за раз, она монтировалась половиной, то есть это видно прям, она состояла из одной такой огромной половины. Да, она будет тяжелая, ну, такое. И вариантов тоже два. Мы можем ее снять и прорезать в гипсе, как бы на модели, могли бы отлить ее, то есть снять форму и отлить ее только рисунок, и переложить ее на гипсокартон. То есть переложить ее, сделать ее новой, как бы сделать ее по новой, как бы она была бы в нашей интерпретации новой, но у нас не стоит цели. У нас стоит цель получить на том месте, в той рабочей обрабатываемой квартире, на том потолке, где она отсутствует, эта розетка, у нас стоит цель получить ее же. Потому что она чуть-чуть кривовата, вот если так посмотреть, тут сведение есть, но она чуть-чуть где-то, что-то такое, то есть она реально историческая. Она реально такая, как должна быть, она не новая. И поэтому мы попробуем снимем форму, попробуем прорезать все, сделать модель, как она есть. И если что пойдет не так, мы всегда сможем, форму мы не выбросим, мы всегда сможем ее переложить на гипсокартон. То есть сделать ее как бы новодельную. Это как бы возможный ход. Пока я мыслю так, снимаем половину, снимаем и потом пытаемся что-то сделать с самой моделью. Если все хорошо, значит так и оставляем. Потому что вопросы будут к сведению здесь. Здесь надо будет очень аккуратно работать. Надо будет, вот, чтобы все сошлось. Мы будем делать половину, чтобы половины потом сошлись. Справа налево, слева направо. Да? Потому что это вот эта часть. Как бы, вот эта часть, это вот она. То есть она развернута. Угу. Ну вот так как-то. Будем работать. Будем работать языком. Некоторые из нас работают языком. Ну да, попробуем. Вопросы к кожуху, конечно. Ну, к кожуху у меня есть отдельный момент. Потому что кожух, если мы будем делать сюда гипсовый кожух на вот это вот все огромное, вот такой кусок гипса будет, это будет весить 150 кило. Мы не можем себе такого позволить здесь. Да? Да. Очень тяжело. Очень тяжело будет и нам непозволительно, поскольку это отремонтированный потолок. Как-то отремонтировано все. Ну что, видно, здесь решил так. Беру на себя эту ответственность по решению, как делать. Короче, она сделана из двух половин четко. Это прослеживается вот здесь, это прослеживается вот здесь, это прослеживается вот здесь. Вот тут видно прям, что как бы остаток какой-то недомазано. Мы будем снимать полностью половину. Она выглядит у нас вот так. Вот отсюда, вот сюда и вот туда. Вот за этот кругаль. Вот она вот отсюда пойдет, и вот так, вот так, вот так, вот так, и как бы вот сюда. Вот так вот. Так что вот такую огромную мы будем делать одну половину. Мы специально сместили туру. У нас большая тура, 2 на 2. Перенесли столик сюда, поставили, весы, все дела. И вон Саша уже шапочка. Я один шапочку не взял. А у нее целых две, а у меня ни одной. Вот так-то. Понятно все. Ладно, будем потихоньку помолять, да? Потихонечку. Пойдет много. У нас есть 20 литров, в районе 20 литров. Нам точно на один слой должно хватить. У нас есть загуститель. Загуститель для того, чтобы вот такие вот места, всякие на выход оформлять, чтобы выйти оттуда, вот из этих вот мест. Там углубление, будь здоров. Вот такое. Вот так там. Вот. Туда прям. Так что первый слой мы нанесем без загустителя, просто как он есть. Это литр, да, у нас на троих получается? Да. К литру, литр молока. Вот. Ну давайте, мажьте. Идем с центра, пойдем отсюда и пойдем туда, на выход. Пока мы дойдем до конца, оно сначала уже присохнет. По карандашной линии? Вот карандаш, вот здесь. Я бы еще дальше ушел. Я бы еще ушел сюда дальше, сюда дальше. По карандашной линии или от карандашной линии сколько ты рисуешь? Сюда, в эту сторону. Что в эту сторону? Сюда, в эту сторону. Сейчас я с этой стороны сделаю. Так. Да, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Где нарисовано, не Да, обязательно. сюда вот идти. Мы вымоем это все. Она смоется с этой краски. Вот так. Вот это вот есть она. Вот это, вот это, вот это и вот это. Вот сюда даже больше можно зайти. Сюда больше и сюда больше. Потому что вот она разделяется. Я вот тут получаю. Ну да. Чуть больше. Заходи направо, чуть больше. И так и потихоньку пойдем. Очень
активнее. Активнее и прям промазывая А в крюк? внутренний. Крюк? С крюком будем страдать, что ли. У тебя свое ведушко есть. А я снимаю. Я буду подворовывать буду. Ну, поехали. И вот туда, и вот туда, и вот так активно, вот промазывая во все, вот туда под внутреннее. Нам надо создать первый слой, который будет подслой такой некий. Оно там растечется, и все будет хорошо с ним. Мы, конечно же, скорее всего, сорвем какую-то часть краски. Краска сама по себе будет для нас разделителем. Мы не будем использовать здесь жир или этот самый воск разделительный, так и намажем. Она, по идее, все у нас сойдет. А если сдерет краску, ну, вот мы все равно будем чинить это все. Будем починять эту розетку. Так что помаленьку будем вот так ее всю огромную мазать. Посмотрим, сколько уйдет у нас литраж какой. Уже начинаем потихоньку мучиться, поскольку он схватывается. Ну, мы почти половину, полутора, даже литр Саша взяла. Что-то для литра. Ну, много намазали на самом деле. Это с литра, с 1 литра. Уже надо работать линейками какими-то, уже так. Потому что он уже начал прихватываться. Вот такой он уже. Уже кисточка не особо. Вот такая жишка. Так, где-то я тут видел. О, под внутреннее лучше напихивать. Так вот. Он уже. Вот эти сопли потом придется обрезать. Если их сейчас не размять, они потом придется их резать. В общем. Чего бы делать не хотелось, поскольку нам надо дальше продолжать совмещать. Вот сюда дальше, идти дальше, выходить сюда, следующим замесом. В общем, да, веселое занятие. Не очень. О, жижа. Уже можно формировать им чуть-чуть пытаться. Вот так. Маш. Ну да, сюда заходим чуть больше на потолок, вот столько хотя бы, чтобы получился этот самый. Тоже уже надо, мы не можем прям рисунок делать. Тебе на бровь упала, не в глаз, а в бровь. А я даже без шапочки. После того, как меня, ну, мы вспоминали, что после того, как у меня борода намоталась на шуруповерт и вырвала клок из нее, мне уже не страшен этот силикон вообще на самом-то деле. Да? Силикон-то где-то. Смотри, что. Техника безопасности. Без опасности? Без опасности. Техника. Понятно. Все ясно. А чё, нормально, вот он как раз прихватывается, я думаю, мы, чтобы не повредить, мы перекурчик сделаем, минут 10, он как раз прихватится, нормально будет, он уже почти не тянется, вот он уже, на отлип, он уже здесь на отлип вообще, то есть здесь можно было бы уже смело еще раз мазать, но на таких плоскостях он быстрее схватился. Ну нормально, кстати, вот он работает хорошо, то есть мы втроем литр минут за 20 мы вымазывали, вот, и вот как-то мы вымазали, нормально, он минут 20 точно рабочих, хороших, ничего особо не течет он, гадко не стекает, и все хорошо с ним происходит. Да, я доволен работой, как оно работает. То есть хорошо, это довольно удобно, все получилось у нас. Снимать успеваешь. Да, что там говорилось там в песне, да, недолго музыка играла, да, вот это вот все. Короче, что, а мы и не успели, опять литрушку расстроили на троих, а вот... Раздавили, не дораздавили, короче, литр мы на троих. Не получилось, все, он встает. Прошло минут 7. То есть это одна и та же партия, одно и то же количество катализатора. Все то же самое, другой цвет. Здесь был какой-то синий, тут уже какой-то более, не знаю, более светлый, если его камера видит. Ну вот он. Партии могут быть разные. Да, Почему ты но взял ящик на один и тот же был. Вот он уже все. Его уже надо мазать линейкой какой-то, все. То есть это уже не прокатывает. Вот так.
И, казалось бы, это не самый дешевый материал, а он цепляется. Поэтому те, кто занимается регулярно, берут какие-то там Mold-Max, Rebound и так далее, потому что там предсказуемо. А тут ты из одного ящика взял, и вот такое вот движение. Круто это? Нет, это не круто. Это совершенно не круто, это не прикольно, короче. Сейчас мы будем мучиться. Да уж. Думали, что подфартило, типа, да, что ой, как хорошо пошло, вон сколько размазали, 20 минут работали. Ага, ну да. Ну. Не будет просто. Не, ребята, просто не будет. Я всю камеру делал, вообще замазал ее жижей. Фу. Короче, третий замес, да, получается? Это был первый замес, вот нормальный какой-то, вот второй вот этот светлый, а потом вот этот третий, получается, жижа. Все течет. Все растекается ужасно. Это текучий. Одинаковое количество, одинакового этого самого катализатора, на одинаковое количество. Даже даты одни и те же производства на этих самых, на банках. И это учитывая, что мы перед тем, как начать эту работу, мы купили небольшое количество, 2-3 литра, и использовали для формовки. Ну, там у нас не хватало, там листик какой-то, по-моему, ионик, в эту самую, в одну из комнат. Мы формовали порезку, я этого не показывал, потом покажу где она там заформована. Ну, в общем, все было норм. Мы специально купили небольшое количество, перед тем, как закупать большую партию, чтобы проверить, как оно работает. Все работало? Нет, не работает. Причем это как бы из одного ящика. Я ничего не понимаю, ну ладно. Но вот это вот подтекает. А то первая вообще не текла. Хотя мы выливаем все строго как надо. То есть мы берем одна банка у нас, выливаем вот одну банку отсюда, то есть они все одинаковые, по 30 миллилитров, тут 970, то есть все должно получиться классно, нет. Ну вот. Ну ничего, дальше, после этого слоя мы, скорее всего, это же первый слой, это слой для того, чтобы типа создать пленку такую. И следующий слой мы уже пойдем с загустителем. Тогда будет, наверное, попроще, потому что нам будет уже безразлично, как оно там происходит. Мы будем просто намазывать, накидывать количество. Там чем быстрее, может даже и лучше будет. Ну, посмотрим. Пока вот так. Пока мы так движемся, вот так. Половинку, то, что надо, мы уже, считаем, обработали. Сейчас еще довыможем то, что есть. И вот. Сопельки. Отрезаем сопельки. То, что может помешать нам. И так его, видите? Вот такие штуки Саша проходит, отрезает, где я видел. Ну, вот такое что-то, оно ненужное. Я забыл, дома надо было взять эти. Я же говорю, если бы мы постоянно занимались только формовкой, у меня бы здесь с собой были маникюрные ножнички, но у меня их с собой нет. Вот такие штучки, это надо удалить, потому что будет мешать наносить, ну и потом закусывать может. Вот такие маленькие свисающие штучки, вот такие, надо бы их аккуратненько срезать. А так-то в целом что-то набрали, как-то что-то поднабралось уже. Ну, надо больше, надо, чтобы было гладко, надо, чтобы получилось где-то вот на выход все. Ну, посмотрим, как будет. Сейчас начнем работать мы уже этим самым. Загустил 0,3 килограмма, вот, пожалуйста. Сейчас начнем этой жижей. На самом деле это не загуститель, это тиксотроп, тиксотропная добавка. То есть, когда ты его не трогаешь, оно как бы прихватывается. Потрогал, и оно как бы начинает размазываться. Вот, есть еще тиксотропные краски, типа. Ну, вот такое свойство. Вот. Ну, попробуем. У нас еще есть этот самый, да? Тивекс там. Хорошенький Тивекс. Если еще попробуем то, это. Ну, нам надо много тут. Ну, еще придется ими работать, поскольку если вдруг все у нас хорошо получится, надеюсь, то потом надо же будет форму снимать, все равно пользоваться тиксотропами. Сгуститель. Все время это слово неправильно. Ну вот. Котализатор. Я так картинку им показывал. Котализатор. Может, вставлю потом, покажу, какая смешная. Да, это фиолетовый все-таки. Да, это фиолетовый, какой-то другой, Ой, да, сизый какой-то, не такой голубой. Может, он и сам будет вставать, поскольку у нас этот... Вот он. Короче, им надо работать быстро. Да, ну мы литр на троих опять раздавим, да? С девочками на троих еще литр и нормально. Это уже четвертый. Но мы можем позволить себе. Ладно, короче, по-правильному мы должны сделать так. Мы смешиваем катализатор, смешиваем основу. Хорошо. И только после этого добавляем загуститель. И загустителя должен быть у нас 2%. Но нам производитель сказал, начните с одного. Попробуйте, как оно. То есть он на самом деле, он не то чтобы загущает. Ты уже сказал. Ну ладно, я уже сказал. Короче, начнем с 1% на килограмм. Здесь килограмм смеси нам надо будет добавить 10 грамм.
И посмотрим по результату, если что, еще подольем там несколько грамм, и получится в итоге вот. У нас есть весы, и вот на весах будем тренироваться, заниматься. Тренироваться. Мы такое уже делали, нам это не вновь. Вот так. Фотолизатор. Котолизатор, пожалуйста. Интересно, давай. его надо размешивать? У вас что-то там с цифрами не то. Плохо. Так не должно быть. Он жидкий и пахнет саками. О, Сакай, пожалуйста. килограмм показывают нам, килограмм 54, нам надо 10 грамм долить, всего-навсего 10 грамм. Что, вонючка говоришь, да? Говорит, воняется. Дай понюхай. Не надо. Не надо, думаешь, опасно? Ну ладно, не дают понюхать. Ну ладно. Да не воняет. Ничего особо не воняет, я понюхал крышечку, ничего такого, это не показалось. Все, добавила, да, 10 грамм добавила, 10,64 вижу, килограмм 64. Попробуем с 10, если что, можем добавить сразу же. То есть так нормально делать, то есть в готовую смесь добавили, попробовали, ага, получилось, появилась вот эта пластичность нужная. Нам надо уже наносить какими-то шпателями, там, линейками, лопатками вот такими, можно все, всякое разное. А, да, я вижу, гуще, да, становится? О, хорошенький, смотри, какой вкусный. Удобно было. Да, вкусняша. Сейчас мы эту вкусняшу будем наносить, намазывать. Да можно и кисточками, кисточек много. Да, у нас Специально есть. для этого куплено. Мы накупили новых много кисточек, да, но все равно у нас есть такие бэушные, и можно их еще повторно реюз им сделать, чтобы их уже вообще выбросить. Но клювом не щелкайте, этот быстрый силикон. Да, это быстрый получится парень. Ну, он от тиксотропа он не становится быстрее, он просто становится более поняли, таким. о чем Да, это уже каша. Давай, поехали. Ну, давай. Что, не хочешь лопаткой? Хочешь Мне кисточкой? туда не пробраться. О, смотри, какой сразу хорошенький. Накидывай, больше, да, прекрасно. Просто лопаткой, если делать, то она его заглаживает. Смотри, как делается, гладко. Посмотри, этой кисточкой тоже хорошо. Но она так не... Она хорошо работает. Кисточка... Работает как упругая, мягкая лопатка. Упругая и мягкая лопатка называется кисточка. Правильно? Правильно. Нет. Нормально получается. Кисточка в силиконе. Сейчас посмотрим, как чего. Так, ну что, сделал так, минус 15% катализатора. Ну, сейчас все шлепнется. Минус 15% катализатора, то есть не 30, а получается 25, где-то 25-26 грамм. И вот мы уже минут 7 работаем. Вот. Догадались наконец-то, что... Ну как догадались? Мы сначала догадались, потом забили на то, что догадались, а потом еще раз вспомнили, короче, ну не знаю. Это как раз Что- через руки ты Что, познаешь. естественно, если бы каждый день это делать, то ты бы это, ну, как бы знаешь все свойства точно. А так мы уже встречались с этим и знаем, как можно, как нельзя. Но ладно, как бы хотел что-то Контент. сказать, и вот, и уже забыл. Ну ладно, ты мне... Нужно глицин пить. Глицин, может быть, мне нужен глицин, но я вижу, что вот, это работает, мне не взять как-то, ну-ка, сейчас возьму. Вот такая смесь прекрасна. Чуть, по-моему, я даже загустителя, может, чуть перелил, чуть-чуть. Ну, чего, короче, потому что тут был такое, типа, как обычно, мы же вспоминаем, что зачем происходит. А зачем мы сначала мазали вот так? Говорила, не помню. Зачем мы сначала мазали так, без загустителя? Загуститель, тиксотропа, короче. Зачем так делалось? Затем, чтобы создать равномерную пленку, как краска. И эта равномерная пленка, теперь мы к ней примазываемся и выравниваем какие-то штучки. Выравниваем то, что будет наш кожух зажимать, что будет создавать там замки, замковые соединения. То есть мы выглаживаем, еще пригладим, еще слой. Дайте мне. На. Нет, ну надо. Мы выглаживаем, приглаживаем, еще больше заполняем какие-то неровности с одной целью уже, чтобы нормально вышла она из кожуха. То есть, собственно, мы первым слоем мы уже создали как бы форму, а теперь мы делаем удобство для выхода из кожуха. Я вижу 10% зарядки на камере, мне это не нравится, но уже как есть. Ладно, пока такая находка, то есть использовали такой ход, меньше катализатора чуть-чуть. И теперь это хорошо работает. Как работал вот синий. Как работал синий, теперь так же и работает оно. Не знаю, какие-то такие партии странные. Ну вот теперь это работает хорошо, приятно мажется, да?
Угу, все хорошо мажется. Ну и замечательно. Литр успеваем нормально обработать. На троих литр уже наконец-то, да, нормально залетает. Литру? Литр. Угу. А это уже 6-й, походу. Да, мы уже 6 сюда вымазали, наверное. Ну, десяточек улетит, скорее всего. Так, говорят, камера садится. Камера почему-то садится. Ну, не знаю. Короче, вот так у нас получилось на этом этапе. И мы сейчас проходим, и всякое разное, вот что-то вот такое, где-то по мелочи. Выравниваем, чуть-чуть подравниваем, короче, убираем этот самый. Ну, чтобы не было замка нигде, чтобы не закусывало уже кистями, уже не этими самыми. Пытаемся размазать, чтобы, ну, гладко у нас тут не получится сделать. Прям гладенько и сладенько не выйдет, но потому что мы работаем с загустителем, он не дает этому произойти. И мы так посмотрели, тут все разное. У нас и в ведрах получается катализатор и такой, и этакий. То есть в одной банке почему-то меньше его было, я не знаю. Ну, короче, нестабильно. Немного, ну ладно, не суть. В общем, мы промазываем кистями, чтобы полностью скрыть какие-то замки. Вот так сейчас выглядит это поделие у нас. Вот так вот. То есть слой за слоем, слой за слоем. И вылили мы на эту половину розетки, по-моему, 9 литр у нас идет, 9 килограмм, даже так можно сказать правильно. 9 ведерко вот такое. Мы на троих все время разделяли. Ой, я снизу увидел, смотри, вот тут, вот тут. Дичь. Ладно, все, камера садится, ну потом посмотрим дальше, нас ждут еще более интересные какие-то расклады. Теперь это вот такое. Было вот так, стало вот так. И да, мы попробовали, она вполне себе, вот, вполне себе хорошо отделяется, видите? То есть, стоит только потянуть, и это все как бы уйдет. Ну, хорошенько потянуть, аккуратно, я имею в виду. Так что с отделением проблем, я думаю, не будет. С тем, чтобы отделить отсюда силикон. Ну, посмотрим дальше. И еще эксперимент. Пробуем на совместимость. Вот сюда еще. Пробуем на совместимость, не будет ли диффузия. Это не диффузия, это же не эти самые. Короче, не получится ли так, что пена, составляющие в пене, будут воздействовать на силикон. У нас такой же здесь силикон. То есть здесь сделали, проложили салфеточкой, бумажкой, мокрой туалетной бумажкой здесь положили. Вон она мокренькая еще и пена сразу вот свеженькая. А здесь просто чисто на силикон. Попробуем как, потому что бумажкой мы можем выровнять неровности на силиконе. У нас же там все вверх, не такое гладенькое, как оно лежит здесь. Это форма, чего это форма? А вот этой штучки. Это у нас идет где-то на потолок какой-то. Вот. Тут все то же самое с одним различием. Здесь гладко, а там на потолке, откуда нам, собственно, предстоит снимать, да, там у нас не гладко, там у нас по-другому. Ну ладно, посмотрим, попробуем, как оно оторвется, не оторвется. Ну, мы можем пожертвовать этой штукой, потому что если даже что случится, у нас же есть необходимое количество отливков. Вот этой вот, конкретно этой модельки, которая нам нужна на потолок. У нас же все есть. Попробуем, дадим подстынуть, посмотрим, не будет ли какого-то взаимодействия, не будет ли она разъедать там или еще чего-то. А, да, я забыл самое главное. Дай, пожалуйста, эту штучку. Забыл самое главное, что мы, естественно, все здесь прошли вот этим вот разделителем. Обычно восковый разделитель, вот этот восковый разделитель. Мы им прошли все, несколько слоев, и только после этого бумажка, и только после этого вот пена просто чисто. Вот такой экспериментик. Снять? Наша миссия их снять. Давай попробуем. Ну, давай, отрывай потихоньку ее. Вообще ничего, да? Ни о чем. Ни о чем. Все очень просто, все хорошо. Ничего не произошло, ничего не произошло. То есть здесь был просто вот этот восковый разделитель. А, восковая разделительная смазка, собственно, вот написано. Восковая смазка, какая-то М, модифицированная, наверное. ВСМ. Так, ну поехали. И бумажкой мы будем, наверное, прокладывать что-то. Ну, я думаю, вообще без проблем будет. Еще проще. И еще проще, да? Ну, Да. понятно. Мы тут закупили, да, уже? Расходники. Закупили чуть-чуть расходников, да, и попробуем, укроем ее. Ну и будем так делать. Наверное, да. Идем в эту сторону. Значит, все хорошо, у нас все получилось, никакого, как бы, адгезии не произошло, взаимодействия между материалами не произошло. Ну и замечательно, и прекрасно. А так еще у нас есть прокладка в виде бумажки мокрой. Вообще кайфово. Это вообще как будто просто вот так вот лежало, и ее взять еще. Да, прекрасно. Замечательно. Прекрасно. Обкусываешь? Пойдем посмотрим, что получилось у нас. И посмотрим, чего она там обкусывает. Говорю, что камера, говорю, вчера, что села, говорю, смотрю, у меня там вчера скидывал с нее, что сделал, смотрю,
какие-то записанные видео темно и хрусь. Это в сумке она включалась. Первый раз со мной такое. Ну ладно, ну вот этими кусаками откусываем. Что откусываем? Откусываем то, что может зажаться. И да, у нас был эксперимент, мы только что его провели, да, что мы, в принципе, можем сюда накладывать салфеточки какие-то и сюда делать пену. Понятное дело, мы подошли к вопросу кожуха. Вопрос кожуха. Сюда, на такой объем, здесь больше 1 квадратного метра. Здесь вот так 120 где-то и вот так 80. У нас уже было видео, я скину вставку на это самое, скину сюда подсказку на видео, где мы снимали подобный угол. У нас был угол, и угол был метр на метр, всего-навсего метр на метр. Он был почти в 2 раза меньше. Гипсовый кожух весил где-то килограммов 50. Здесь будет 100 килограмм, если сделать сюда. Это так не нужно делать. Поэтому я буду городить хитрую конструкцию, какую-то поддерживающую для пены. Ну, посмотрим дальше. В процессе у меня есть некий план. И мы уже делали эксперименты. И я либо уже их вставил в этом ролике, либо сейчас вставлю. Как мы что экспериментировали насчет вот того, чтобы снять с помощью монтажной пены, чтобы снять такой промежуточный кожух. А теперь вот Ксения подготавливает, аккуратно обкусывает вот эти висяшки, которые нам могут помешать, могут что-то закусить там и так далее. Они не нужны, точно не нужны. Поверхность получилась у нас не гладкая, поверхность получилась такая, ну, у нас и не стояла цели, поскольку это был бы перерасход материала. Нам бы пришлось по чуть-чуть наводить, чтобы получилось вот так гладко, по чуть-чуть наводить, там на троих, там пол-литра и быстро-быстро размазывать. Нам для промежуточной формы, это промежуточная форма, это не конечная форма, нам такое не нужно. То есть поэтому мы делаем так. Мы вот сейчас поступаем именно таким способом. И вот такие вот места, вот казалось бы, да, гипс бы вот это закусил. Но мы здесь проложим мокрой туалетной бумажкой какой-нибудь. Вот здесь я видел место, вот такое место. Гипс мог бы туда закусить его, залезть туда. Мы это все проложим хорошо, удобненько. Что-то вот такое вот обрежем. И у нас получится вот то, что мы делали на столе. Ну, такое мнение. Я такого в таких объемах, таким образом, я раньше так не делал. То есть это мы, по сути, являемся, ну, как бы, по сути, вы являетесь свидетелями вот такого эксперимента, огромного эксперимента. Повторяю, 120 на 160. Это много, это реально много. И, ну, какая нетривиальная задача. Посмотрим, как мы сможем с ним справиться. У нас обычно, нас на легкое не зовут, да? На легкого нам в работу не дают, и простого тоже. У нас все время какие-то сложности. Ну и ладно, мы это любим. Или не любим? Очень любим мы такое. Да? Потихонечку будем что-то поделывать. Вот, смотрите, над головой какие висят. Красотульки. Вот, гаденькие. Крутись, ходи вокруг, крутись, обрезай, вот такое всякое. Да, помаленьку, это не быстро все. Это все не быстро. Что говоришь, огромная, да? Вот такая она. Это я выпиливаю сейчас этот самый для кожуха. Стол, если что, 2,40. Вот так. Это огромная, просто огромная. Она действительно огромная. Она кажется, ну, как бы у меня камера маленькая, ну, монитор, этот самый дисплей телефона, он чуть больше. Но на самом деле это огромная штука. 120 стол на 240, если что. Вот такая вот приблуда. Будь здоров. Будь здорова. Девочки работают, а мальчики отдыхают. Так, ну-ка. Ну да. Короче, даем жесткость этой всей конструкции. Мы примерили, нормально это работает. Надо жесткость, надо борта еще сюда. Внутрь я одну для жесткости пропустил. Посмотрим, что произойдет. Сюда вон Ксения мне насверлила, и вот теперь вот так. Но это легкое, это очень легкое. Оно весит там несколько килограмм вообще, вся эта конструкция. Вместо сотни килограмм гипсового кожуха. И я не рассматриваю в качестве кожуха смолу или так далее. То есть я хочу сделать так, поскольку это хороший момент. Можно было бы сделать смолой. Взять эпоксидку, и вот, ну там надо было, под смолу надо было бы очень сильно, скорее всего, сглаживать этот самый силикон. Но у меня есть идея такая, я хочу вот довести до конца, попробовать такую идею. Если не получится, можем смолой. Но гипсом мы точно не можем такую толщину набирать толстую, это будет очень толсто. Пока такая идея. Попробуем. Попробуем такую идею воплотить. Так. Космический наш кораблик продолжает свое плавание. Короче, сюда пойдут плашки.
как-то я так мыслю. Это так, чисто временная штука. Это все мы смотрим как бы снизу, получается. Здесь усиление, чтобы это все поддерживало. Там тоже плашки. Она сейчас прибивает, Ксения, этот гофрокартон, что там же покрашено, чтобы не натереть хотя бы деревяхами. Ну, до чего-то такого я не додумался, ладно. И сюда пойдет вот так. То есть у меня как раз высоты совпадают, и у меня вот здесь вот так будет. Она будет лежать как бы на полочке. Получится, я там дам ход, чтобы можно было выставить. То есть мне надо будет поставить плашки, сначала их спозиционировать относительно розетки, а это все очень неудобно делать на потолке, поскольку это не видно. И там стоит большая тура, и как бы лазер на нее ставит. Но я как-то сейчас с помощью нивелира все-таки отобью там центр, вот эти вот линии, оси, скажем, розетки, чтобы точно все спозиционировать, чтобы потом просто так приготовить, чтобы прийти вот эту конструкцию как бы просто надеть, а уже потом фиксировать вот здесь, в этих местах. И вот там, и потом уже после всяких таких, может я еще сюда добавлю что-то, потому что сюда будет такая колобаха 20-сантиметровая вот, должна будет быть. Здесь выходит как бы центр розетки. Вот такие приготовления. Ну что-то да, вот позиционирование. Сейчас я встрял в позиционировании, мне надо там все размерить точно и очень точно все выставить, чтобы опоры были, чтобы это было жестко и крепко. Ну, оно довольно крепко будет. Когда оно будет поднято, а я так делал, чтобы это было поднято как-то. Когда все будет стоять, это будет очень жестко и монолитно. То есть и как бы и отрыва особого не будет, ну и оно будет довольно-таки хорошо прижиматься. Ну, я так думаю, по крайней мере. Есть такие у меня размышления на этот счет. Тут я сделаю такую вставку. Я вчера встретил товарища. Это все в одну, как бы, все одно к одному. Потому что, ну, как бывает, случайность и не случайно. Я очень так верю в эту тему. Вчера иду случайно по улице, подхожу к станции метро и встречаю человека, которого не видел там, лет 10, наверное. Это был один из моих самых там, первых бригадиров моих. И мы разговорились про работу, я ему рассказал, чем я сейчас занимаюсь, показал видео, камеру взял, говорю, вот смотри, какую-то приколюху делаю, пытаюсь пеной снять. Он, ой, интересно, интересно, тоже так как-то вот, снять форму, сформовать так, большую розетку, объяснил ему все, давно не виделись. И он так, о, слушай, а бывают пены такие, что можно вот как бы сделать кожухи пены. Я такой, да ладно, и пошел, погуглил, да, есть, ну, не пены, но есть полиуретаны. В принципе, это ощутимо по деньгам, наверное, но я, возможно, в этом ролике я попробую использовать какой-то специальный материал, с помощью которого специально можно так делать. Это будет не очень-то экономно в плане ресурсов, но, возможно, это будет, мне, по крайней мере, это интересно. И есть такой момент, что где-то в ближайшем будущем, потому что это полиуретан, он может испортиться, если я вскрыть банку, а маленьких сейчас объемов не продают. Но есть способы, как чуть подольше сохранить, есть наметки на то, что придется где-то в будущем еще что-то там в таком не очень отдаленном, там в течение полугода придется еще что-то формовать, поскольку мы сейчас самую формовочную, мощную работу сделаем. Так что я думаю, это намечался как довольно интересный контент вот насчет этой розетки, насчет всего такого, а теперь он становится еще интереснее, поскольку я встретил человека, а он мне говорит, так бывают такие штуки, а я такой раз пошел, погуглил, посмотрел в Алькорпласте, посмотрел, и да, может быть. Так что это становится еще интереснее. Но я не буду отступать от изначальной такой идеи. Я хочу, и я готов, и приготавливаюсь к тому, чтобы снять вот большую такую жирную, большую розетку, половину такой розетки, такую формовку осуществить с помощью обычной монтажной пены. Ну и с помощью очень таких доступных средств. Вот. Так что не отступаю от сценария, иду дальше и посмотрим, что будет происходить. Все делаю как бы вот как идет, так и идет. Но раздумий, много раздумий, и особенно, ну, это такая работа, которую, если бы ее делал бы с какой-то регулярностью, но в таких объемах, на таком объеме мне не приходилось работать. Принцип один и тот же, но вот усилия, которые могут возникать, либо какие-то штуки, подводные камни, непредвиденные обстоятельства, которые могут возникать, да, и это все крутится в голове, потому что мы используем некие ресурсы, серьезные ресурсы. Вон мы вылили только 11 банок, 11, не 9, я говорил, 11 банок силикона на промежуточную форму. Это мы так серьезно потратились, а времени, сколько мы потратили. То есть
Оно как бы с правом на ошибку, но лучше не надо пользоваться таким правом. Лучше доделать до конца плотно, как все, вот как идет мысль, вот доделать до конца, чтобы это было, зафиксировать полностью результат некий. Ну, так, пока так я мыслю в данный момент. Ну да, с помощью нивелира как бы получается, все у нас получается. Отбиваем центр этими самыми скотчем, ты что, в очках там? Тебе надо чуть-чуть поменьше, по-моему, чтобы были, поуже. Вот так-то норм. Короче, берем деликатный скотч, отбиваем им аккуратно скотч по обоям какой-то. Отбиваем линию, и сейчас центр выкинем, и уже от них будем плясать. Таким образом мы сможем хоть что-то как-то позиционировать. Я не хочу повреждений наносить, как бы излишних. Поэтому надо действовать аккуратно, наверное. Временно так, временно так сделать. Давай вблизи пока, есть возможность. А то мы там дырков насверлим. Сюда надо будет какую-то шляпку сделать. Тут не силовая тема абсолютно, тут можно будет хоть что-то сделать, как бы, и хоть из картона, скорее из картона, чтобы оно просто поддерживало 10 сантиметров здесь вот так. И вот такая довольно-таки хорошо. Вот такой подвес получается, все вот тут держится, тут какие-то подвесы, миллиарды. Я сегодня смотрел этого самого, или когда там смузоновский этот демонстратор, там, и он тоже говорит: о, у меня там оверкилл по саморезам очень много, ну я боюсь, что, типа, опасаюсь, хочу, чтобы у меня все получилось, то есть, чтобы давление там, не знаю. Я повисал фактически своим весом на вот этом соединении. Тут 5 саморезов, там 5, там еще и сюда. Здесь подставка, надо будет что-то подложить. Что-то я как-то думал, хорошо, интересно, но у меня, когда подошло момент к реализации, у меня не получилось что-то. Я думал, как-то по-другому оно получится. Потому что здесь появился 3 миллиметров, 4, да, наверное, даже 5 миллиметров. Ну, опять же, неровный потолок. Значит, здесь придется подкладочку просто сделать. Здесь отрыв, вот здесь идет на отрыв, будет давление идти. Оно держится сюда, и здесь еще саморез, вот так крутим, неважно, там также. Здесь на отрыв, а вот здесь на прижим. То есть оно будет сжать вот в эту полку. Получается, вот эта часть короба этого. Вот, она будет поджимать сюда, в полку. Значит, надо будет просто подложить, чтобы здесь лишняя пена не вытекала просто сюда. Здесь мы закрыли, все закрыли пленкой. И там пленкой, везде закрыли, чтобы нигде не наляпаться, то есть закрыли этот потолок. Не к тому, что мы его все равно будем перекрашивать, а к чему? Чтобы не попасть какой-то гадостью, чтобы потом краска нормально прилипла. Там еще, Саша, где-то же там, где форма у нас, внутри формы, там надо будет что-то, она оторвет чуть-чуть, надо будет подшпаклевать еще возле розетки что-то. Это такое всякое. Ну, в общем, такая конструкция. Сейчас временная. А не временная будет, нам надо будет сделать здесь шляпу, такую шляпочку, и накрутить дырков. Отверстий, дырков. Именно дырков. Надо все надырявить, чтобы давление могло стравливаться, чтобы пена могла отсюда вываливаться. И будет хорошо тогда. Ну так, это интересно. Выглядит, конечно, космически. Я ползу. Ну, ползи. Не очень надо. Будем снимать сейчас эту штуку. Еще раз снимем, все примерили, все работает, все вроде попали, везде в границы попали. Везде в границе резины попали, где-то оно само отодвинет, вытечет, так что будет все норм, я надеюсь. Я надеюсь, что будет хорошо. Будем контролировать, смотреть, если будет давление сильно переть, будем, не знаю, досверливать и вытаскивать пену оттуда, что еще делать. Я думаю, делать 20 на 20, квадратно-гнездовым. Здесь 75 миллиметров приблизительно, вот здесь. И 20 на 20 это будет где-то вот так. Я смогу носиком пистолетика пенного... А, ты подкладку принесла, я понял. Ну вот, да, вот подкладочки. А вот пушка. Поджимает там, отжимается здесь. Ну, это ничего такого. Это нормально, пускай течет. Там у нас все защищено, пускай пена выходит сюда. Это нормально, это стравливаться будет. И здесь подложила, да? О, замечательно, круто. Во, упор. Супер, супер-пупер. Я очень доволен. Надо насверлить дырок и сделать вот это вот. Ты что? Ты как Человек-паук, ты ползешь как везде. Делай там штучку. Сюда вот. Провальный эксперимент. Вниз она у нас клеилась, мокрая бумажка. Ксения пришла, говорит, на потолок не клеится. Ой, боже мой, у тебя все сломалось, все отвалилось. Суть такая. А если... Оно совсем не клеится. Я так тоже делала. Никак не клеится. И так не получается.
И так не получается. Совсем ничего не получается. Ладно, тут есть пачки разделителя, много разделителя здесь на этом самом. Ну, попробуем так. Не думаю, что мы сможем вот эти вот микроусики какие-то захватить пеной. Потому что пена, она, мы же будем надувать, и она будет тут подходить как бы колбасками своими пенными, да? Пенные колбаски будут. Попробуем. Ну, обойдемся, значит, без бумажков. Ну, думаю, что все равно надо лучше обрезать. Вот это вот не должно такого быть. Вон. Смотрели, ходили, обрезали, так не дорезали. Косяки. И вот смотри, вот сюда, вот смотри, вот косипурная. Видишь, какая она огромная? Так надо ее отрезать. Смотри, а где? Ну вот, не знаю, ищи. Как-то так. Короче, надо почистить еще получше, пройтись все равно, прям досконально все вот такое убрать, чтобы его не зажало. Еще прям досконально надо пройтись, и тогда будет норм, наверное. Вот толщина. Скорее всего, получится, надеюсь. Да получится. Ой. И дыры, вот такие дырки надо джеской замазать. Просто вот такие места какие-то там ездит. Такое, наверное, можно просто джеской пальчиком мазнуть, чтобы забить, чтобы туда точно ничего не затекло. И тогда будет все хорошо с ней. А потом, когда достанется, если все достанется, потом останется, там не останется джеска, ее можно вымыть оттуда, и все будет норм. На форму саму, на общую форму, на положение формы в кожухе это не будет влиять. Вон они кусаки. Ну да. Вот так потихонечку откусывать все торчащее. Эпичное дело вообще получается. Наконец-то мы зацепили это все. Как оно с ним залупено? Вот так я выгляжу по сравнению с этой корабелью нашу. Вот так вот. Давай я покажу вблизи, как сделано. Так, вблизи что, шляпу сделали из этого самого, напротыкивали дырочек, насверлили отверстий множество, вот так вот. Потом я подумал, что надо бы еще, наверное, взяли, чтобы расширение туда-сюда, чтобы еще протыкиваться. Я дополнительно еще сейчас насверлил, уже прямо после того, как закрепили. Болталось ушко, одно подтянул вот так сюда, здесь подтянул, здесь крепко. Здесь лежит на полочке, тоже крепко. Добавил сюда все-таки подвесов чуть-чуть, полподвесика добавил, прикрутил, чтобы не отпирало сюда. Тут не сильно оно работало, но все равно вот так где-то. Короче, это выглядит крепко. Пока что. Но сейчас мы зальем туда несколько десятков литров пены, и это будет не так-то крепко. Здесь три самореза. Так, с 70-х это все туда прикреплено хорошо, крепко, через доску. В общем, вот. Через доску я сделал первый ярус 70, потом 41, по-моему, саморезы, и отсюда еще 70. То есть через все это, чтобы меньше вредить на потолке. Вот отсюда, мы подумали, что можно будет вот сюда по центру поставить этот самый светильник наш какой-то. Сюда светить по центру, либо вот оттуда, с краев. Тут же есть, что-то видно там отсюда, что там происходит. Вот так, кстати, там где-то. Вот такое там происходит. Вот вы можете видеть, наверное, что-то. Вот так. Туда будет видно, если туда посмотреть, или отсюда смотреть, откуда-то с другой стороны направить светильник, либо отсюда направить светильник, отсюда смотреть, например, то можно видеть заполнение, можно не вслепую работать, скорее всего мы так будем делать. То есть что-то будет задувать туда как-то, и чтобы видно было сколько там, чтобы не очень много налить, чтобы она смогла там сработать, эта пена, чтобы не получилось так, что туда надули очень много, что она будет отрывать там чего-то еще. То есть можно делать все контролированно, по идее, если поставить освещение. Ну, в общем, да, это круто, это прикольно. Пока на данный момент это выглядит как будто бы рабочая какая-то штука, как работоспособная какая-то схема. Вижу, там аж воздух плавится. Воздух? Плавится воздух? Ну, знаете, когда жара и над асфальтом вот это... Ну да, это испарение. Это марево называется? Ты там смотришь, нормально все видно? Так, сюда поднимем. Да я вижу все. Хорошо видно? Тогда я не буду. Я тоже буду сейчас. У нас тут еще нашелся пистолетик один. У меня еще один. Сейчас надо активнее работать. Сейчас тоже присоединюсь, вдвоем будем. У вас капается тут ужасно. Самая умная надела шапочку. Да. А Саша не надела. Я тоже не надел.
Ну, короче, можно еще, наверное, поддавить чуть-чуть, вот так, чтобы... Вон оно, вылазит. Ой, тут вылазит тоже потихоньку. О. Ну, она расширяется, ну, вроде как все видимое, то, что мы... Там Ксения одним глазом вот так. Покажи, как ты смотришь оттуда. Вот так вот, я пытаюсь что-то хоть увидеть. Ну ладно. Пытаемся одним глазом увидеть хоть что-то. Но на самом деле вот напикивается пенки чуть-чуть. Потом потыкаем ее, может быть, посмотрим еще. Пока норм. Там происходит. Не знаю, я не вижу. Я тоже уже не вижу. Я могу приподняться. Ну, только Давай, я камера вижу, увидит. я вижу. О, я тоже. Вот и камеру видишь. Мы как этот самый хирург и занимаемся, да? Да. Ты в камеру, а я вот так. А потом еще вот так. Ну, расширение. Так что норм. Расширение у меня. Вот так. Ну, вообще, ребята. О, какой кушман оттуда свалился. Все в этой фене вонючей. Хорошо, что мы укрыли пол этим маргалитом, то есть нормально. Наверное, нормально. Вон как Саша ловко тут орудует. Не заканчивается, все нормально. Продолжаем, потихоньку продолжаем. Ну, она капается, лезет оттуда и ползет. Ну, слава богу. Надеюсь, все это получится. Хоть как-то. Огонь. Я говорил, что я изначально таких дырков наделал, больших, 20-м пером, а потом еще сверлом каким-то 10-м или каким еще поднасверлил. Ну, чтобы было чисто. То переливать тоже не надо, наверное. Вон так, сюда, что-то видно, там мне уже туда не видно. Вон через камеру вижу. Пены наплюхано много там везде. Ой. Ужасно, ужасно. Захвачивает. Мне очень надо. Захвачивает. Потому что надо вверх головой. А я не могу. Надо. Так ты снизу делай, вот снизу. Там это Да, ну и что? Давай. И что? Наваливай, вот Не смотри, тебе. Я получается. тебе как это, вот тебе. Спасибочки. Там черный еще не Получится. Потихоньку получится, потому что она еще расширится. Тряхни баллон. Короче, что? Ну все, капается оттуда. Много. Что-то под 7 баллонов ушло, но не видно ничего. Ешь, может и лишнее. Не знаю, будем протыкивать, будем следить, чтобы ничего тут не отрывало. Мы не уходим, мы смотрим за ней и будем контролировать, что там происходит. Но пока вижу, подкапывает там. То есть давление стравливается куда-то вот в эти вот наши все отверстия. Так что вот, ну посмотрим потом, как оно. Ну, она оттуда выплюхивается. Вот отсюда выкатывается. Ну, посмотрим. Это интересно. Мне это очень интересно. Как чего произойдет. Стоят, тыкают палками пену. Я говорю, не тыкайте, не надо. Они говорят, нет, мы будем. А на самом деле протыкиваешь, и оно оттуда начинает протекать. То есть нормально. Там, естественно, там оно все в жидком состоянии внутри. Он там потрогал ее, и там жижа. И она начинает оттуда выбирать. То есть давление есть, но его как бы стравливаем, получается. Наверное. Просто где что-то не работает. Так, пришли следующий день сегодня, и надо начинать. Я пошел, посмотрел, потом поднимусь и покажу, или сниму, неважно. Будьте здоровы, наверное. Суть в том, что у нас есть стол, он может быть в двух положениях. Вот это наш обычный стол, бакелитовая фанера, да, вот это наша штука. Обычный наш столик. Он может быть в двух положениях. Он может быть как стол, и он может быть как верстак. Как стол, это когда он просто вот так стоит, и вот он шатается. То есть он просто стоит кое-как. То есть для того, чтобы здесь можно было производить какие-то работы просто и накапливать тут вещи. Сейчас мы это все убираем, чтобы превратить его в верстак. Нам нужно его выровнять полностью. Потому что у нас, когда мы снимем форму, будет большая вот эта половина розетки, она займет 2/3 стола. Вот этого. И она должна быть ровная. То есть надо ровный ориентир, нужен верстак. И для этого надо вот этот вот стол превратить в верстак. Надо полностью по диагоналям, по всем линиям его полностью выровнять. Ну, либо привести его, возможно, самое возможное ровное состояние. Вот этим мы и занимаемся, приготавливаем. Потому что просто стащить с потолка форму, это, ну, как бы это просто. Пойдем посмотрим, что там получилось. Ну, и предварительно надо приготовить, сделать верстак из стола.
Вот она. И все хорошо. Ну, снизу хорошо. Сейчас поднимусь, посмотрим. Я видел чуть-чуть, как будто бы отдуло, там оголит. Но я думал, будет хуже. Пойдем посмотрим. Я еще не поднимался. Снизу смотрел, там вот с той стороны я видел чуть-чуть, как бы, чуть-чуть выдуло. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, тут плотно. Тут плотно все, очень плотно, классно. Вот здесь я видел снизу. Вот здесь видно, выдуло хорошо, мощно. Ну, как бы надеюсь, что все хорошо, оно прижалось себе и все. А, ну видно вот так. А, наверное, миллиметров 3, наверное, прогнуло дощечку, прогнуло брус. Так что давление не было чрезмерным здесь, как по мне. Ну, вот видно. Вот это. Как бы вот этот брусок тоже его. Ее выгнуло как-то, но не сверх. Я думал, будет хуже. А так как мы до конца не досидели с ней, я проковырял здесь все. Ходил, проковыривал, там оставалось вот так. Я когда проковырял, оттуда еще сочилось кое-что. Ну, я подумал, что лишь бы тут ничего такого не произошло. Но ничего вроде не произошло. Ну, что-то выдуло тут местами. Это хорошо. А, ну, может быть, здесь чуть-чуть подвыдавило. Наверное, да. Наверное, чутка там пару миллиметров вниз просадил. Хорошо. Это хорошо. Это хорошо, плотно. Отлично. Шляпочка. Ладно. Приготовим стол и будем тогда потихоньку убирать все отсюда. И пытаться ее аккуратно оттуда снять. Формочку нашу. Говоришь? Я говорю, Ксюш, снимай кожу. Ну, снимай кожу уже. Сейчас сниму. Ладно, исторический момент, погнали. Будем откручивать. Не знаю, откуда откручивать. Надо подумать, с той стороны или с той начинать. Но откуда надо начинать? И вообще, думаю, если мы даже открутим, он может в общей массе держаться там больше квадратного метра площади прилипания в него. Ну так, нормально. Короче, что, это потрескивает чуть-чуть? Я вижу, прогиб здесь есть. Вот он. Тут очень плотно. Ну ладно, я оставил по одному саморезу, и там по одному. Я думаю, отсюда, а потом там открутим. Мне кажется, будет сложно ее снять. Ну, давай попробуем по одной. Иди лучше тут держи. Только не стой под ним. Зарезай, фигачивайся вот так. Чтобы тебя не тронуло, если что. Она ушла. Ага, я понял проблему. Вот здесь зацепилась. Здесь зацепилась чуть-чуть, это не важно. Все, еще раз тут. Все, его ничего не держит. Мы сейчас Держит. сможем оторвать. Почему это здесь? Ничего не держит. А здесь? А, вот там по бокам держит. Давай аккуратно здесь. Не заходи под него. Главное, не заходи. По идее, он сейчас должен чуть идти вниз. Так, я отпустил. Так, это шевелится, он пойдет потихоньку. Это плотно. Да, он пойдет, если его потихоньку надергивать. Так, я отпущу. Кусок я прикреплял этого. Подвес, да? Чтобы не мешался. Аккуратно. Ну, она держится сама на себе, вот в центре. Там ее поднажало, видимо. Сейчас еще с этой стороны уберу. Полностью. Чтобы не мешало ничего. Не ходите под ним вообще, не лазьте. Лучше аккуратно. Если будет падать, пускай падает вниз. Нас не тронув. Так, есть. Ну, по одной отпускаю, последние два самореза. Ноль саморез, один саморез остался. Все, его ничего не держит. Все, теперь надо по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Да, так он и пойдет, нам надо сейчас Сашу будет, да? Все, я чувствую там. Можешь дать мне. Подожди, у меня держится А? где-то здесь держится. Пойдет. Ну все, дай на секунду. Мы сейчас выключим, потому что нам надо втроем. Я думаю, туда видно, да? То есть вот там форма осталась на месте. Вот так видно. То есть он отойдет, и нам надо больше рук. Мы его аккуратно сейчас снимем. Ну, мы будем его раскачивать. А, я понял идею. Он прилип вот к этой пленке. Мы же здесь проклеивали пленкой, вот здесь. И он прилип. И теперь нам надо, ну вот он потихоньку будет идти. Аккуратно. И опа, он уходит. Все, он сейчас уйдет. Все, я выключаю. Выключаю, потому что вот он уже не держится здесь. Вот так. Да, это получилось, да? Кратеры вонючие. Ничего не ушло, все вроде целое. Зацеп был вот сюда, за пленку. Если здесь мы пролили аккуратно, все пролили хорошо этим самым разделителем, несколько, 3-5 слоев там разделителя, ничего. Вот давай оценим сразу. Оценим качество, что получилось, да? Мигает эта тварь, пускай мигает. Не надо. Короче, вот дырочка и дырочка. Микродырочки ни на что не влияют, здесь жирный слой. По-моему, качество заливки материала супер, да? Но мы еще посмотрим на столе потом. Мы сейчас положим на стол, унесем, а потом займемся снятием формы. Я бы сказал, это супер просто. Вылили мы 6,5 баллонов пены сюда, 7. Давление чуть-чуть отдвинуло, чуть-чуть. То есть все сработало, пока на данный момент все сработало именно так, как мы хотели. Вот на это мы рассчитывали, а вот на такое я вообще не рассчитывал, потому что это очень мало, как бы, не пролилось. В основном масса просто супер, отлично. Снимаем ее вниз, потом форму. Ага. Потихоньку освобождаем, смотрим, что. Конструкция, кстати, про конструкцию. Конструкция абсолютно выдержала. Тут сколько-то 5 саморезов было, и еще 5 сюда, друг к другу, пирогом. А ну вот, где я вкручивал, ничего особо не произошло. И там, где, вон видно, фиолетовый скотч, где был типа какой-то из Леруа, типа деликатный, все норм. А вот здесь, где чуть-чуть прислонились этим самым белым скотчем, сняло краску, естественно. Ну, ничего такого. Здесь сняло краску, да? Вот где был белый скотч, вот, и сняло краску как раз. То, о чем я говорил, что тут пригрунтовано все. Здесь было бы нам сложно чистить. И вот видно, рисунок здесь есть, а здесь он забит краской, чуть залит. Так что мы идем пока в верном направлении. Да. Про конструкцию все выдержало. Все эти оверкилл по саморезам, по подвесам, пускай это был оверкилл, да, пускай я крутил в 3 раза больше. Но я не просто их крутил, я не сторонник выбрасывать такие штуки. Все материалы, все, что мы используем, я реюзаю постоянно до того момента, пока у меня саморезы полностью там уже не убиваются полностью. То есть я всегда переиспользую саморезы. То есть всегда есть новые саморезы в пачке. Один раз использовал, я знаю, что он недостаточно острый, я его забираю в коробку, где типа использованный для последующего использования. То есть я отношусь к этому экономно. По крайней мере, стараюсь, не так, как некоторые. Вот, и поэтому все это пойдет в дело, и все эти брусочки, все у нас пойдет в дело. Да, оверкилл, да, слишком много, может быть, но много не мало. Это все выдержало. Мы здесь прошли вот так, кстати, классно. Все размерили, что я говорил тогда про позиционирование, чтобы нигде не повредить. Мы ничего не повредили. Вот у меня палец сюда проходит, и вот здесь все хорошо. Плюс оно вот так было. Даже крюк не повредили, поскольку мы его закрыли. Вот так. Все четенько. Пока. Это очень классно. Да? Да. Сейчас все уберем досочки аккуратно, а потом уже займемся. Ну, я покажу сейчас чуть-чуть, как она. Вот так она, вот она. Чтобы вы понимали, вот я пальчиком поддел. Да? Смотрите, что происходит, а? Раз. Красота. Вот так она должна отходить. Смотри. Нежно и красиво. Так мы нежно и красиво снимем. Но сейчас уберем, чтобы не мешалось, чтобы полностью чисто было. Ну, снимай. Получились это самое. Чуть-чуть вот эти, точки, это зашкурится, тут все и будет нормально. Как я говорил, на 5 саморезов я крепил, 75-х. Ну-ка. Ну да, вообще классно. Мы не покрывали ничем, тут разделителя нет. Специально, чтобы можно было потом красить, что-то такое. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. Вот, по чуть-чуть. Ну, вытаскивать краску, естественно, вот видно, она красочку убирает местами. То, что на форме, это краска, там, где что-то там
чего-то. Ну, придется перекрасить, конечно, подшкурить еще что-то. Ну, как бы уже хорошо. Ты что, иди к нам. Не хочешь? Ну, смотри, Саша убежала. Ну, убежала от нас. Ну, не хочет. А оно прикольно выковыривается. А, ну вот пузырь, я вижу, был сразу. Вот он. Там будет это самое, не пролив. Вон видно пузырь, да? Много пузырей. Ну, где-то есть. Не-не, там был прям знатный пузырь, туда не вмазался. Ну, ничего такого. Для этого... О, вот видно еще пузырь. Вот видно пузырь, конечно, естественно. Вон тут есть пузырик еще. Ничего, такое. После того, как отольем, сразу надо будет прорезать все это такое. Поубрать. О, самый цветочек. Тут все, надо троем уже. Ну, понятно, тут надо уже, чтобы кто-то держал, она уже тяжелая. Ну, реально тяжелая будет. Тут пару килограмм, чтобы не оторвать цветок тут. О, тусуется. Все, я вырубаю, короче, все понятно с ней. Она пойдет, прекрасно пойдет. Потащила шкуру эту розетки, шкуру розетки унесла. Ну что, фактически без никаких особых повреждений, где-то где краску она смогла там цепануть, вот она зацепила чуть краску. Там, местами, вон цветочки. Вот понятно, что тут тяжело прокрашивалось, и поэтому так как-то оно подцепило краску. Ну, мы на это рассчитывали, я бы сказал, это классно, потому что мы ничего, особенно вот этих цветки, а вон видно, о, смотри, опа, красочка сошла. Ну вот, надо будет подшкурить это все, перекрасить. А он зажало кусочек, видно, резинки. Видимо, там было слишком шершавое все. Ничего такого, отлично, ничего не сломали, цветки все на месте, все цветочки на месте, все завиточки на месте, все классно, все супер. Модель наша, подмоделька осталась живая полностью. Ну, супер, замечательно, круто, классно. Вот такая. И уже будем работать с ней на столичке, на столике. Ну вот она. Вон мы спустили, там убрали оттуда. Форму убрали, это спустили вниз. О, гладненько и сладенько, да? Вот я показывал, да, что одно место, где чуть-чуть что-то недополучилось, это нам не помешает абсолютно. Тут все плотный силикон, все классно. Вот одно место такое. Вот тут чуть вижу. А в массе вот так. Вот так вот получился кожух такой. И он довольно плотный, он классный, все хорошо. Сейчас мы в него отнесем, поставим на пол, на стол его. И уже на столе разложим саму форму. А что делать? Классно. Супер-пупер. Замечательно просто. Все хорошо, все очень плотно получилось. Я прихожу, говорю, идем нести кожух, а они вот тут, вот так они играются игрушечками. Вот так. Вот такие вот мастерицы, мастерши. Да. Ой, какой ужас, боже, с кем мне приходится вот это вот работать? Пойдем. Чисто это самое, ради размера. Размерчики вот такие, вот так. Ты 165, а ты 170. Ну вот. 168 даже. Вот так. Сейчас сделаем подставки. Главное, чтобы серединка у нас свисала. А, вот. Да? О, на самом деле. Замечательно. Даже... Так я спецом так сделал. Так оно должно было так получиться. То есть, что вот так вот они. Вот ту, по-моему, отдуло чуть-чуть. Вот эту штучку чуть-чуть отдуло. Вот эту чуть-чуть отдуло, правую было. Сейчас подровняла, не знаю. Ну, она так и подровняется, значит, сама по себе. Поскольку это же ровная, стол ровный, я выровнял. Значит, она, если тут что-то происходило, то она как-то будет поровнее. Ну, посмотрим. Если что не получится, у нас материальчик есть. Что сними? Одеялочко. Надо посмотреть, как она сидит на нем вообще, в этом одеялке. Нужно ей помогать. Ну да, напихивайте. И как она? Вот здесь провисание какое-то жуткое. Ничего там не всё- провисание. всё А там эта дырка, кстати. Там эта дыренька. А ну-ка. Ну да, там есть. Да, все на месте, но тут чуть-чуть будет искажение. Ой, ладно, бросьте, это не то, чему надо там это самое. Надо распихивать, расплюхивать. Ну что, она сидит, она плотная, она классная. Единственное, что осталось, получается, чтобы вот так сделать и не так, потому что... А, не, по-другому не сделаешь. Надо будет куски бруска такого подложить сюда, получается, в эту сторону и в эту. Вот сюда, вот, и сразу можно будет отлить. Теперь смотри, какая она ровная. Ну, покажи, какая она ровная. Замечательно ровная, все с ней хорошо. Но она с потолка снятая вообще. Что ты хотела бы?
Что ты от нее хочешь? Не, нормально. Она нормальная? Я показываю, смотри, какая она ровная. Ну, чуть бугрит вот по центру. Так это нормально. Совершенно нормально. Мы ее отольем, постараемся отлить одинаковой толщины относительно потолка. Потолок у нее это вот это вот место, самое высокое для нас. Вот это ее потолок. Понятное дело, да? Вот это потолок. Относительно потолка отольем одинаковой толщины. Постараемся. И положим ее на ровный стол, чтобы она сама под своим весом выровнялась. Она станет еще более ровной. Ну, такая задумка пока так. Вот такая штучка-дрючка. Нормально? Нормально. Нормально. Отлично. Ну что, мы приготавливаемся. Вот так приготавливаемся. Вот мы приготавливаемся. Короче, приготавливаемся мы... Подожди, не трогай. Я хочу показать, это важно. Мы приготавливаемся к отливке. Естественно, что это не проблема. Это ожидаемый момент. Ожидаемо было то, что ее потолок, то, что в ней имитирует потолок, некие выступающие части, вот здесь, вот эта вот часть, ожидаемо было то, что они не совпадают с линией потолка существующего. Как был потолок у нас, вот там был потолок, а то, что в ней внутри, а это же розетка, она как бы, оно по-другому. И по-другому это выглядит вот так. А ну-ка, давай положим. Дай. Опа. Итак, мы используем, по-моему, ГВЛ 10 миллиметров. Нам надо дать ей толщину. Нам все равно нужна же толщина. У нас же ничего тут нет. Тут пусто, тут плоско. Поэтому мы дадим ей толщину. Скажем так. Смотрим сюда. Видно? Мы лежим на потолке. Вот так. Получается вот эта линия. Начинается отсюда, начинается хорошо. Подкручу камеру чуть, чтобы было видно. Начиная отсюда хорошо. И вот здесь плохо. Мы лежим на потолке, получается. То есть, если мы будем отливать вот так правилом на два конца, мы здесь не достигнем толщины. И это не только здесь, а дальше у нас тоже, ну, уже лучше пошло. Вот так, чуть там пару миллиметров, но все равно это не то. Смотри. Пилит она. Все сломалось? Ладно. Идем дальше, смотрим дальше. То же самое. Вот здесь мы выпираем полностью. Здесь выпирает у нас полностью. Даже не ложится там фактически. Итак, как мы можем поступить в этой ситуации? Есть два варианта. Как вот у нас есть текущая ситуация, она выглядит так. У нас некоторые утопленные места, вот эти, это утопленные места, они в розетке, они в глубине. Эти места, которые имитируют потолок, они у нас лежат выше, они вот так, они приподняты. То есть у нас розетка имеет вид такого грибочка в данный момент. Когда мы ее, если бы сейчас отлили, она была бы грибком. Она там грибком таким и лежит, вот так на потолке, вот так она нависает. То есть почему? Гипс, чуть-чуть воздействие, может она так и была с рождения такая, но факт остается фактом. Она сейчас вот такая, как бы утоплена внутрь, идет в линзу такая, линза внутрь, впуклая или выпуклая, впуклая она. А нам надо вот эту впуклость убрать, нивелировать хоть как-то попытаться. Или не надо? Обязательно надо. Короче, два варианта. Первый вариант, которым пользовались бы, может быть, большинство тех, кто бы так бы делал, они бы переливали бы ее, они бы делали бы, перекладывали бы эту розетку, то есть отливали бы сам рисунок, отливался бы сам рисунок, потом листочек гипсокартона, и на нем этот рисунок можно выставить. Сам рисунок, вот только вот то, что у нас, куда гипс попадет, получается, вот сам рисуночек, только сам рисунок. Вот это потолок, вот это не отливается. Отливается сам рисунок, потом это все аппликация на гипсокартон. Это вариант номер один. И мы получили бы новодельную розетку. Если правильно все разложим, если правильно все подрежем, прирежем, классно разложим, четко, точно, мы получим новодельную розетку. Это вариант номер один. Вариант номер два. Мы попробуем ее подогнуть. Мы попробуем ее изогнуть в эту толщину. Я пойду вариантом, для начала я начну с варианта номер два. То есть, вот здесь, а вот здесь, кстати, проминается, там чего-то, может, не хватало ей, а может, мы уже сместили, а может, туда не достигло чуть-чуть. Но это не важно. Мы будем использовать твердые места. Вот у нас твердое место. Это все потолок. Вот он. И мы расставим маяки из такого же материала.
10 миллиметров, расставим здесь просто такие плашки, поставим плашку здесь, плашку там, 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 там. И во время заливки мы будем сводить как бы одну толщину. Получится она приблизительно в одной толщине. Она получится у нас вот такая, на обратной стороне, вот так, бугром. Но как только мы ее зальем, мы сразу же ее достанем, пока она мокрая, и разложим на ровном столе. И она под своим весом, она подровняется. Можем ее чуть-чуть пригрузить, если она сама не захочет. А скорее всего она захочет. Там всего-навсего сантиметр, она захочет. Я думаю, что она сама по себе ляжет нам, как нам нужно, чтобы она лежала. То есть это будет приблизительно уровень потолка. У нас получится. Это моя мысль такая. Если не получится, будем смотреть в сторону того, чтобы ее перекладывать. То есть использовать сам один рисунок и перекладывать ее на гипсокартон, чего я делать не хочу. Почему? Потому что задача стоит получить историческую розетку. Передо мной поставлена такая задача. Сделать копию имеющейся розетки. Не новую розетку, не красивую розетку, не геометрически правильную розетку, не еще какую-то розетку, а историческую розетку. Поскольку у нас в квартире, в которую мы изготавливаем эту розетку, там все кривенькое, историческое, живенькое, как есть. И чтобы она не выбивалась, она единственное, чего там не хватает, чтобы она не выбивалась из общего фона, я думаю, надо поступать таким образом. В общем, мысль понятна. Я буду стараться сделать именно историческую, как она была. Даже если там будет пара миллиметров, это все будет нормально. Это будет нормально для исторической розетки, иметь некое расхождение там с потолком. Это будет совершенно нормально. Мы это видели уже и не раз на этом канале, когда там мы обрабатывали розетку, да, потом красили историческую, и все выглядит классно. Ну, это также будет выглядеть, скорее всего. В общем, вот такая стоит цель. Сначала сделать так. Поскольку выровнять и сделать из нее новодел мы всегда успеем. У нас форма есть, все есть. Новодел мы можем делать как угодно, если нам это нужно. Но нам в данный момент это не нужно. Может, существуют еще какие-то варианты, как можно еще поступить, но я таких вариантов либо не знаю, либо не вижу, либо не хочу видеть. Ну, как-то так. Пока пойдем таким путем, значит. Используем маячки. Точечные маяки, выведем ее в бугор такой равномерный, перевернем и дадим ей просохнуть, подгрузим, может быть. Посмотрим, может быть, это нам чем-то и поможет. Какое-то такое было рассуждение. Как-то правильного, как можно здесь правильно поступить, я не знаю. Правильно поступать так, как скажет сверху стоящее начальство. У нас такого начальства нет. Поэтому мы руководствуемся целеполагание. Существует целеполагание. Цель – получить копию исторической розетки. Пробуем изготовить, значит, копию исторической розетки. Какая она есть в помещении в этом же доме. Попробуем так. Вот так, вот так. Так, а подожди, не шуми. А то меня сбили, они тут тусуются, шумят, короче. Я думал, момент такой и упустил из головы. Можно же было бы просто сделать ее, просто ее отлить. И это под вариант. То есть просто ее сделать вот в одной толщине, выровнять, если она выровняется, сделать еще один отливок из этой же формы, и тоже выровняется, и потом прорезать там что-то, то, что нам не нравилось, какое-то в рисунке, и совместить их. Это под вариант нашего действия, поскольку я предполагаю такой момент, что вот в этом месте, особенно вот здесь геометрия, мы не совпадем вот этим отливком. Поэтому это промежуточная форма, что мы не совпадем очень серьезно. Может быть, не совпадение там в 5 миллиметров. Вот в этой плоскости, в плоскости вот здесь, вот в этой плоскости, вот здесь, в этой плоскости, вот здесь. Мы где-то можем не совпасть, очень серьезно не совпасть. И если так произойдет, вот здесь мы можем не совпасть вот с этим местом где-то. И если... Когда будет отливок, когда он будет лежать на ровном столе, мы сможем отследить толщины. И если вдруг мы совпадаем по толщинам, то есть вот эта часть получается соответствующая. То есть это левая, правая, она же левая с этой стороны. И если мы совпадем, если вдруг такое будет, либо схождение будет минимальное, может быть, мы рассмотрим вариант прорезать просто две части отдельно и использовать ее как основную форму, не промежуточную форму. Ну, пока вот цель такая, выровнять ее в толщине, подровнять именно вот этот потолок с этим потолком, который у нас находится вот здесь. Вот, теперь вот все. А теперь пилите, пожалуйста. Распиливайте это все. Сейчас все сделаем. Так, приклеиваем эти самые маячки. Ну, тут ближе. Нормально. Тут везде понятно, что здесь будет нормально.
Ой, забрала-то, я хотел там потрогать. Вот здесь нормально. Как-то мы их все в кучку сведем, наверное. Вот тут 2 приклеенных есть. Смотрим и видим, все норм. Может, там есть разница чуть-чуть где-то в толщинке, но она не критична, мне кажется, уже будет. Туда мы не идем, в ту сторону, вот отсюда сведем. Надо бы сюда будет струбцину. Струбцину, да, сюда Вот надо? это вот завернуть, ничего не держится. Вот эту завернуть надо? Сейчас я сделаю, все, понятно. Струбцинками поджимаю, потому что здесь где-то чуть... Вот их обе. Я сейчас сделаю. Хочу объяснить, пока показываю, что здесь, если вот так вот сбоку посмотреть, вот это вот арголит, он чуть выше получился, чем чем общая плоскость. Ну, как-то так вышло, что, руки, все. Короче, мне пришлось чуть-чуть слегонца, вон она даже ходит. Я чуть-чуть поджал там капелюшку. И надо сейчас, вот Саша говорит, надо тут вот это вот дело все подприжать. А, я понял даже, как я сделаю. Сейчас я сделаю это все. То есть я возьму вот так вот планочку и струбцинками. Короче, все так. На тоненького. Очень даже на тоненького. И мыльцем сейчас сбрызнем это все. Вот. Из рисунка, пожалуйста, убирайте отсюда. Вон рисунок, чтобы не лилось, чтобы рисунок чистый был. Потом эти части выкинем, не знаю. Они не будут точно мешать, это не будет ослаблять структуру. 5 точек сантиметров. Ни о чем. Тут больше квадрата. Сама розетка. Что у нас прискорбная новость? Петрович больше не возит гипс. ГВС-16 Петрович больше не возит. Я позвонил им, спросил. Говорю, ребята, что это самое? Они говорят, выводим из ассортимента. То есть больше не будет той сказки, когда ты приходишь и говоришь, мне сюда положьте, они раз и все. Нет, теперь приходится заморачиваться. Короче, взяли Вонимин мы гипс. И сюда, на эту розетку, я сейчас приблизительно, я сделаю чуть-чуть жиже гипс, чтобы можно было легко точить там и так далее. Но не буду слишком крепко делать. 22 литра где-то на килограмм 34, может. На почти полный мешок. Но тут квадрат, по идее, должно уйти там 12-15 килограмм. Но все цветочки, заглубления, все, особенно вот эту шляпу внизу, там пойдет много. Саша сразу, пока я там засыпал, еще не размешивал, Саша здесь это самое. Границу делает, чтобы нас не вытекало. Ты еще гипс размешать не успела, я уже залила розетку. Она уже розетку залила без гипса. Короче, она делает здесь границу такую, чтобы это самое. Особенно здесь надо, чтобы тонко было достаточно. Чтобы не выливалось туда. У нас что, у нас там дальше пустота, там профиля какие-то лежали, закрыли мешком. И хочу, честно говоря, начнется этот ливень оттуда, выльется. Да, такое не надо, будем аккуратно лить. Ну, вот столько получилось, много. 60-литровое ведро, наверное. Ну да. Что-то там порядка под 40, наверное. Я не знаю, пускай я лучше выброшу половину этого гипса. Мне так будет проще, чем если мне будет не хватать, я потом буду геморроиться, бегать, прыгать, уже вечер, надо идти, а надо еще сегодня достать ее. Там уже ночью у нас на улице. Вот. Надо еще достать, чтобы распрямить ее на столе, раскинуть, чтобы она полежала на столе. Сегодня суббота, кстати. Вот она в воскресенье полежит, вообще красота будет. Нормально все будет с ней. Льется, выливается. Пускай выливается. Все не выльется, да? Потом подберем, если будет не хватать. Короче, что, кисточками. Главное, кисточку не загубить в этом деле. Главное, кисточки в этом деле не загубить. Надо сразу будет ее помыть. Мы не можем стучать этой формой. Простукивать мы ее не можем. Не лей пока. Поэтому, чтобы стучать мы не можем простукивать форму. Ну, может, по столу чуть-чуть. Поэтому протыкиваем кисточкой. Просто убираем это самое. Возможный пузырек откуда-то. Вот так. Чуть-чуть. Там где-то выкопает, что-то стечет, но не важно уже. Нам это не суть, не важно. Так, потихоньку. Главное не закрыть вот этих чуваков. Они хорошо держатся там плотно. Маячки наши. Вот они, видимые. Идем по точкам. Точки видим везде. Точки видим. Она у нас превратилась, да, она у нас такая пузатая стала. А дай я отсюда покажу. Вот такая она у нас, бугорком, то, что надо. Вот я, по-моему, тут косяк, хотя не. А может и косяк, надо еще, а вот тут почеши. По-моему, там может быть. Есть, да, чуть-чуть? Ты тут стоял дольше. Ну я стоял, так я лил всем. Ладно. Короче, геморройно, надо бегать, прыгать, потому что очень быстро надо делать. Уже горячий прям становится, тепленький. Отлично. Ну, вроде бы так как-то, вроде бы что-то такое получилось. Даже не сильно тут нагадили. Ну, все видно, главное, что мы пришли в эти точки, плюс-минус мы рядом с ними где-то. Вот они, вот она. И где-то еще было, и там. То есть мы как-то вот в плоскость это вывели. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Пока можно еще его резать, пока он еще человеческим путем режется, еще ножовочкой подрезаю, поскольку это самое.
Но вот так тут получилось где-то. Вот сюда. Чуть-чуть больше. Надо бы, чтобы меньше тут стало. Вот здесь получается бугор еще. Надо, короче, поработать. Сейчас еще проверять. И пока еще можно резать, он уже горячий. Пока еще это режется, надо подсрезать, чуть промерить. Вон еще находим где-то. Сейчас пойдем померимся. Ну чё, а вот, сломалась. Да, я думал, будет торжество духа и логики. Не получилось, получилось тонко. Получилось очень тонко. Я вот взял и получилось жидко. Почему-то получилось жидковато. Не знаю, может, ну, скорее не в гипсе, в нас дело. Может, что-то куда-то. Хотя я всыпал 35 где-то килограмм на 20. Обычно я беру 40 на 27 где-то. Этого самого. Гипс, вода. Тут вроде и нормально, но нет. Получилось довольно почему-то жидковато. Получилось тонко. Местами очень тонко. Тут 6-7 миллиметров. Вот так получилось. Вот такая толщина. Говорят, может, я счесал больше этой самой ножовкой. Нет, не счесал я больше ножовкой. Я не мог столько счесать. Не мог я столько счесать. И она все равно вот такая приподнятая получилась тоже местами. Вот она. Вот, но я там уже подломил, по-моему, ее. Надо было, наверное, может, ждать высыхания. Не знаю, надо подумать, что сделать с этим. У нас сегодня суббота, уже все сломалось. В понедельник будем думать дальше, что с этим сделать. Форма подмялась, вот здесь видно, вот здесь был подмин, чуть-чуть подмялась вот здесь, в одном месте. Так-то все норм. Ну, исключая какие-то непроливы, там то такое всякое. Ну вот, надо подумать, потому что тонко получилось. На ГВЛ, используя ГВЛ, у нас получилось вот здесь вообще ни о чем. Вот, видно, вот, а ну-ка, вот так. Вон видно там 5 миллиметров. Очень мало получилось. Очень маленькая толщина. Надо, значит, использовать, может, гипсокартон по краю ставить, по краю формы, 12,5, и потом как-то вот оно выведется во что-то нормальное, дать ему высохнуть, потом сухое достать, может быть так, и потом уже увлажнять и выравнивать по столу. Может, такая логика. Ну, посмотрим. Посмотрим в понедельник. Короче, не очень-то круто. Не получилось сделать за этот раз. Ну, ладно. Хотя бы форма есть, уже плюс. С формой получилось, а с реализацией, с отливком не очень-то получилось. Ну что, короче, попытка номер 2. Сегодня у нас идет гипрок. Он 12,5. 12,5. У нас был 10 ГВЛ. Делаем еще раз, пробуем еще раз. Мы были к этому готовы. Вначале. Опять же, вырезы, тут под листочки везде. Ограничитель. Не трогай. Я не буду трогать. О, смотри, пилит. Напиливает. Человек-напильник. Человек-напильник. Ну ладно. Опять вот же мощно примазали, хорошо, тут крепко, отлично. Я чуть-чуть трогаю только. Ну вот. Так, ну что, подливаем, заливаем. Первый раз я сделал чуть поменьше, чтобы потом полегче набрать толщину. Это не отливок, это модель, так что я могу себе позволить расслаивать здесь. Ну не лей на середину. Ну не буду лить на середину. Там все заливается, на. Потихоньку заливаем первый слой, а дальше как получится, сколько надо, подольем потом, чтобы вот жидким сводить вот по этим вот маякам. Он я ляпнул на маяк, это я плохо сделал, вот он. Вот так. Чтобы потом, ну, легче было сводить просто шпателем, чтобы не бегать вокруг нее сильно. Я лью, девочки промакивают этим кисточками. Говорю, не лей на середину. Ну не Ты буду, вообще- не буду. Не буду. Ну как-то так пока. О. Не знаю, как это получается, короче, было у меня 20 литров, я засыпал опять где-то 35 килограмм, наверное, и норм, и вот так. И мы больше не будем сюда ничего делать, подсыпать, потому что вот так получается. Вот, супер-пупер, короче, пока так хватает полностью. Вот так полностью хватает на то, чтобы укрыть. То есть за один раз, я лучше размешал, я тогда что-то пожалел шуруповерт. Короче, шурик пожалел и рукой размешал. Просто взял венчик, рукой размешал. А получилось как-то, видимо, жидкая фракция вышла вверх. Короче, не промес. Может, поэтому я мягко говоря, обкакунькался. У тебя получилась густая фракция. У меня густая фракция внизу, а жидкая вверху. Короче, может, это моя ошибка, ладно. Твердая фракция. Твердой фракцией В я, одной да? столовой есть объявление на туалете. Написано: твердую фракцию не оставлять.
Но у меня получилась жидкая фракция больше. Ну ладно. Сейчас получилась нормальная фракция. Прошло 10 минут 15, наверное. И это все еще вот. Ну, как бы это еще рабочий состав. Замечательно. Причем, я говорю, 20-21 литр на 35 килограмм сухого вещества получилось где-то. Я покажу. Вот в мешке. Вот что осталось, сколько в мешке. Вот. 5-6 килограмм, может, из 40. Ладно, посмотрим, сейчас еще повозюкаем ее, немножко погладим, пригладим. Ну вот, видны наши маяки, все хорошо с ними. Вот. Погладим, пригладим и вот. Потом посмотрим, дадим этому подсохнуть, сколько это нормально. Потому что мы тогда ждали час, надо несколько часов подождать. Уже очень неприкольно переливать ее по несколько раз, эту штуку. Так, и вот следующий день она постояла, тут она мокрая, естественно, она постояла сутки. И теперь идея, короче, есть фанерина у нас. Мы фанерину положим, как-то подфиксируем, перевернем. Потом закинем ее на стол, розетку. Попробуем, это все попробуем. Не факт, что получится. Переставим, мы уже так делали, прислоним к столу. Потом передвинем розетку саму. Я боюсь, я не смогу это снимать. Там будут чужие люди присутствовать. Они не готовы, наверное, в кадре быть. То есть я не буду это снимать. Поскольку вдвоем мы это делать не будем. Тут есть еще парни работают в этой квартире. В общем, идея такая. Накрываем фанерой. Пускай упустим этот момент с привязыванием, неважно, но мы привяжем здесь, чтобы она не соскользнула. Потом переворачиваем фанеру, розетка оказывается у нас сверху. Мы уже так делали, где-то показывали. Прислоняется фанера вот сюда, вот так вот встает, розетка как бы выше уровня, стаскивается на стол. И на столе полежит, потом из этой фанеры мы изготовим специальный стол для нее, поскольку нам нужен стол для другой работы. То есть этот верстак нам нужен будет дальше. Поэтому мы сделаем специальный стол для нее, вот для этой розетки из этой фанеры. Ну, пока такая идея, может, что-то и не получится. Но пока такая идея. То есть накроем, перевернем, стащим туда ее и будем дальше делать стол, чтобы обратно перетащить. И тот стол попробуем сделать чуть-чуть ниже. Вот так где-то, чтобы можно было его приподнять и обратно ее перетащить. То есть вот такая логистика поведения вот с этой штукой. 50 килограмм, 55 она весит сейчас в мокром виде. Приблизительно 20 воды, 35 гипса, где-то так. Да, всей толпой, в пятером, в шестером мы все-таки так сделали, как хотели. Сняли ее, перекрутили, перевернули, опирали туда чуть-чуть. Открутили кожух, сняли кожух, уже унесли его кожух и аккуратно ее стянули вот так. То есть как надо было, так мы и сделали. То есть она сейчас нормально, в нормальном состоянии. Вот ее нормальное состояние. Вот то, чего мы добивались. Теперь идея заключается в том, чтобы из этой штуки сделать стол. И обратно ее уже на нормальный стол переплюхнуть. И чтобы она там подгибалась, можно ее, наверное, видите, я сейчас покажу. Вот это расстояние, да? Я надеюсь, видно? Я ее прогибаю. То есть видно. Вот она гнется у меня. Для примера вот кусочек плиточки поставил. Видите, я ее прогибаю. То есть она способна гнуться. Если мы ее будем увлажнять и чуть-чуть, может быть, слегонца подгружать, она вся ляжет нам на стол. То есть мы попробуем этот вариант. Видно, что она нигде не лежит на столе, только центром, где-то там, в каких-то точках. Нам надо, чтобы она вся полностью плотно легла на стол. Она дышит, вот она хочет. Вот. И чтобы она так продолжить ее это желание и хотение, надо бы, чтобы она вся улеглась. Мы будем подчищать, поскольку заформована она не очень-то получилась. Тут есть какие-то грязьки. Пока это мокрое все со вчерашнего дня надо почистить. Это мусор какой-то. Надо ее хорошо почистить. И потом уже после этого на стол туда. Его надо пролачить, чтобы он не выхватывал влагу, чтобы фанера не не повело ее. И потом чуть-чуть подгружать можем, и она будет ложиться как бы в одну плоскость. Ну, такая идея. Посмотрим, что дальше будет. Мы всегда можем прийти к варианту, когда мы будем просто отливать рисунок и укладывать на гипрок, как бы перекладывать ее. Мы всегда можем к нему прийти. Но вот этот вариант пока работает. Так, а что? Мы тут изготовили столик. Специально. У нас тут еще будут столики, поскольку у нас в этой квартире тоже есть какие-то занятия. Потом, может, покажу, что. Сделали сюда очень крепкий, классный стол такой, прям во все концы, классный. Фанера, как раз у меня 160 розетка, ушки сюда сделаем, 155, 152, по-моему, лист фанерины обычный. Ну, короче, можно будет какие-то уши доделать, чтобы она прям ровно лежала, наша розеточка там. То есть это специально для модельных работ будет, такой усилили, все, его как бы крепко сделали, он очень крепкий, классный стол. Там линия обвязочки снизу как надо, то есть все как надо, все крепко по уму вроде бы. Стол тут можно устраивать дискотеку.
или 2 дискотеки. Пенную вечеринку. Пенную вечеринку смешную. Короче, это будет крепко. Это будет крепко, это будет очень крепко. И здесь 3 слоя лака. Мы МЦшкой еще пролачили 2 раза жидко, 1 раз менее жидко. Ну, для того, чтобы не вело фанеру, тут уже будет мокрая вот эта приколюха лежать. Ой, у меня что-то вывалилось. Ну, в общем, вот. Сейчас подготовим. Высоту сделали так, на 3 миллиметра ниже, чем этот стол. Когда изготовим, пододвинем, уже самостоятельно, мы в 5 мы ее перетаскивали сюда на стол. То есть. И потом в шестером. И теперь уже втроем, 4 передвинем ее на стол, сюда, на этот стол, и уже унесем в какой-нибудь угол, туда, где она не будет мешать нам. Вот. И там можно будет заниматься чисто, там, и прикрутить с какой-то стороны можно будет какую-то поддержку для этого самого, для светильника, чтобы светильник светил. Можно уже будет развлекаться, это будет специально для нее специальный столик. Вот такая вот, как ты говорила, не платиновая, не золотая уже, не платиновая, уже даже дальше, да, по стоимости. Да, да. Бериллий, там, я не знаю, какие там, бриллиантовая розетка. Да, кстати, она сломалась. Сама под своим весом она ушла. То есть она как бы не захотела гнуться, но захотела она вот здесь треснуть. Так она вот растresнулась. То есть она как бы легла нам толщиной вот здесь. А вот там еще не легла, вот в этих местах. То есть, ну посмотрим. У нас всегда есть возможность вернуться назад. Всегда есть возможность что-то переделать. Потому что у нас есть форма, это самое главное. Ну пока так, потом, я думаю, поставим какие-то, пока ровный стол, поставим какие-то эти самые, что-то, какие-то вещи, баночки какие-то, еще что-то. Накинем правило сверху и промеряем высоты до сюда, до нашего потолка. Вот потолок, вот это потолок. Промеряем высоты, точно прикинем, получится ли у нас выровнять ее приблизительно. Разница в пару миллиметров несущественна. Вот сантиметры уже существенно, а была более чем сантиметр. То есть прикинем, что куда, и только после этого переместим ее, дадим ей уже там сохнуть, высыхать, как ей там надо на этом столике. Сначала разукрепим его полностью, там как надо. Сделаем крепко и классно, чтобы это уже наконец-то будет ее специальное место для этой розетки будет. Так мы и промерили, получается все норм. То есть, не знаю, не видит, наверное. Я вижу, короче, вот здесь 11,8, но тут еще сядет, например. И здесь, вон я на потолке, тут тоже 11,8, и там еще чуть сядет. Короче, мы промерили ее всю везде. Разница где-то в 3-4 миллиметра составляет. Я думаю, что так норм. Если нам удастся ее стащить туда, вот тут где-то трещина была, чтобы она не развалилась. Она не армирована, мы не армировали. Я думал, надо, не надо, но не стал армировать, может и зря. То есть она, вот так мы промерили 3 раза ее вот так вот. И все приблизительно нормально. Плюс-минус 3 миллиметра. И это норм. Мятые поля где-то, но это все прекрасно вышкуривается, Все это все можно подровнять. В целом это норм. Кроме каких-то моментов, вот связанных вот с круголем этим. Они вот такие мятые получились местами. Вот бугор. Но это можно сошкурить, в принципе, подвести его. Ну, посмотрим. Посмотрим так. Еще бы в длину. А я еще раз. Ну, я думаю, что то же самое будет, если вот так померить. То же самое будет приблизительно. Так что вот. Перетащим ее, поставим, выставим тот стол в уровень с этим столом. Арголитиком будем подкладывать, чтобы он встал ровно вот так. Там мы лачили, оно гладкое, мы туда перетащим и так и унесем потихоньку. Чего? Цель розетки какая? Убрать вот эту губу вонючую. Видишь, вот это после высыхания. Надо будет увлажнить чуть-чуть. Вот видно, она еще чуть ходит, то есть она везде по чуть-чуть ходит. Мы, уходя, ее увлажним и чем-то чуть придавим. Может быть, это и сработает как-то. Мы уже уходим потихоньку. А Саша тут, пока мы там возимся, Саша тут что-то делает. Она там подшпаклевывает эту розетку, вот видно. Что-то она там как-то делает. Или не особо видно, но что-то видно. Подшпаклевывает, подчищает, чтобы можно было это все дело покрасить. О, и у вас шлепнулся шпаклевки кусок. Вот, старая новая розетка разбита. Форму сохраняем, никуда не трогаем. Может, она еще нужна будет для чего-то. Все с ней хорошо. Вот. Потому что нам надо закончить эту розетку, покрасить тут, еще раз перекрасить. Так иначе. А вот, вставляли там, прижимал чем-то такими небольшими грузиками. Ну вот, прижала, дальше уже вот тут не хочет. Надо еще раз смачивать, чтобы вот это вот убралось.
Он так подгрузил, и она вот прилегла. Ну, собственно, на это мы и рассчитывали, что так произойдет. А, ну вот. И здесь прилегла. То есть она не сломалась, а просто как бы я пригрузил там чем-то таким вот, каким-то весом небольшим. Вот она и прилегла сюда. Ну и отлично, и замечательно. Будем ее еще раз, будем уходить сегодня, например, и еще раз также увлажним хорошо, и еще раз придавим, где она не прилегла еще. Где играет, поигрывает. Ну и плюс она сама хочет распрямиться, целый день будет она распрямляться. Ну, как-то так. Что, то, что делалось в глине, ну-ка покажи, что ты делаешь. Здесь. То, что делалось в глине когда-то царапкой, известным нам инструментом, да, теперь делается вот так, потому что реально оно вот так, все забито, вот как здесь. Вот здесь забито полностью. Теперь она прорезает. Как-то руку бы, я не вижу, так не увидеть. Ну, короче, прорезает. Прорезаем то, что было процарапано в глине, так, с легонца. Теперь надо вот так вот пытаться выровнять. И так-то вот уже становится все лучше и лучше. Почти. Ну, почти. Уже лучше, чем было. Намного лучше, чем было. Здесь подровняли, там подровняли. Осталось еще вот этой вот цировочки, вот эти вот царапочки и шубка еще. Что у тебя там для шубки было? Потом покажем, да? Кое-что для шубки. Для изделий шубки нам надо в гипсе теперь ковырять шубку. Вот она здесь была, она видимая. Надо еще ее вернуть. Ее здесь много. Вот тут тоже шубка должна быть. Вот. Там везде шубка, тут шубка. А, и тут шубка еще, да? Ну, много шубков. Здесь. Угу. Понятно. Много шубков есть. Потихоньку, потихоньку это становится так, как должно было быть. О, какой цветок красивый. Что говоришь, для ногтей это приколюха? Угу. Ногти приколюха, будем вырезать эту несуществующую шубку. Вот. Нравится тебе такое? Может, тебе надо было ногтиками заниматься? Нет, я не хочу чужие ногти трогать. Это было бы более это самое, как это слово-то называется? Ликвидная более занятость. Конкуренция, но ликвидно. А так вот, ногтевой штучкой не ликвидно машешь розетку. Ее не машешь, что ты делаешь? Ковыряй. Вот так. Ну, Шубка, типа того. типа. Ну, еще не до шубка, но почти. Она должна быть читаемая, очень хорошо читаемая снизу. С 4 с копейкой, с 4,5 метров она должна читаться. Так и здесь. Вот здесь недопрорезано, а вот здесь как бы можно еще даже жирнее прорезать. Вот этот вот поясок сделать. Так, промежуточно. Поддавливаем еще почти, но не полностью. Придется, наверное, потом то ли встачивать, то ли подламывать. Ну, вроде поддавил, но она еще мокроватая. Ну, вот так шубка вот получилась пока, промежуточно. Ну, вроде норм. Я смотрю так отсюда, ну, вообще, то, что надо. Надо, чтобы совпадало, самое главное, чтобы совпало вот здесь все. Как бы мне свалить со света, из света. Вон, куча инструментиков, там, клинышками подрасклинить, чтобы она не просаживалась вот здесь. И вот должны будут эти высоты совпасть, вот этот листик с этим листиком. Отсюда, относительно отсюда, потому что здесь это ровная, специальный стол сделан, фанера, то есть ровно, классно. То есть вот это должно будет соответствовать вот этому. Ну, если там будет миллиметр, где-то недочет, это фигня все. Но там 5-7 миллиметров это будет много. Оставляем. У нас выходные нас ожидают. После выходных придем, будем дальше ковырять кое-что. Хорошо. Пока так. Пока она потихонечку, о, какой цветок, жирота. Красавчики вообще. Отлично. Еще надо поработать. Вот видно, не прорезано еще местами. Шли там, посмотрели там. Ну, так, уже заворачивается, все живое. Еще есть над чем поработать, но уже что-то сделано. Так, где-то мы это уже видели. Ползущая Саша по розеткам. Да? Нет. Да. Ой, дерет там. Я вообще ее не делала. Ты дерешь. Там Ксения делала ее. На самом деле они почти ее сделали. То есть она уже классная, она уже кайфовая. Вам, наверное, видно изменения. Для нас оно было медленно. У нас тут недели какие-то прошли. На самом деле. Все прописано, все читается, все вот такое прям. Ну, оно похоже на старое. Для меня оно... Ну-ка, сдуем. Оно похоже на старое. То есть оно не зализанное, оно не прилизанное, не запельмененное вот этими заворотами пельменными, короче. Оно кайфовое. Вот так все выглядит. Пойдем еще с этой стороны. Подсушили ее, подсушивали, делали тут такой шалашик из пленки. Туда вставили эти самые обогреватели, вот эти, которые дуют там. И уже теперь вот так. Вот такой звук сухой, нормально. Ну, там еще колбаса это не высохла, наверное, валик этот огромный. Но так-то уже нормально. Вот такой сок сочно получается. Пока
на таком этапе получается сочно. Вот какую шубку тут Ксения нам зашубила. Во, кайфово. Вообще такая, не отличить от этой, от старой. Очень хорошо получилось. И все прорезали, собственно, все попрорезали, вот все вот эти вот штучки. И надо будет еще подшпаклевать, тут видно этот самый геометрическую саму часть. Ну, это уже такое, это еще надо чуть поработать. Но уже самое главное, мы ее подсушили, можно шпаклевать шкуре, потому что когда она мокрая, нельзя шпаклевать шкуре. Вот. А сейчас можно будет, теперь будет хорошо. Осталось совсем немножко. Совсем чуть-чуть, очень хорошо. Вон, даже тут шубка, все правильно сделано. И тут шубка, и там шубка. Это шубка на самом деле. И плоскости все промеряли, искали плоскость, потому что столик у нас ровный. То есть искали вот так, ставили правила, линеечкой, промеряли, чтобы все совпадало, чтобы все было классно. Так что она получилась такая. Я надеюсь, что она получится живая, как она, собственно, и должна получиться. Что она не идеально ровно, не на гипроке способом перекладывания сделана, да, а сделана прям, как она получилась, как форма, вот, и теперь просто чуть-чуть как бы прорезанная. Вот так. Мне лично, мне нравится. Думаю, собственнику, которому она достанется, она тоже понравится. Но он смотрел промежуточно и говорил, что окей, то, что нужно. Ну, посмотрим дальше. Что? Ничего. Ну... Жует, постоянно жует. Ну, хорош жевать, ну, пожалуйста, не ешь. Ты постоянно ешь. Ночь уже на дворе. Жрицы. Хочется. Да, ночные жрицы. Понятно. Хорошо. А, и вот этих вот хорошо прорезали еще, смотрю. Вот здесь хорошо прорезано, все вообще отлично. А там не допрорезано. А Вот. там сил не хватило. Там сил не хватило, туда не хватило сил. А вот тут нормально получилось. Надо еще чуть-чуть там подшкурить, что-то туда-сюда, но это будет хорошо. Это будет четенько уж. Она не такая, не пластилиновая, не такая живая, просто руками прям вырезано все. Ну, кайфово, прям кайфово. Вот. Потому что дождь идет? Да. Так, а ну-ка посмотрим, заодно проверим. Тут гауссы светильники. Вот. Сотку выключили. Ну, не знаю. Ну, и так видно, что этот не мигает. Я подбираю сейчас свет, может быть, когда-нибудь и подберу. Этот мигает. Надо, короче, идти в магазин, проверять все. А что, переместили свет, и потом переместят, поставят еще с другой стороны. Под другим углом видно по-другому уже. Доделывают розетку, приходил собственник, говорил, что ему все очень подходит. Так что мы финальные штрихи вон дошкуриваем, что-то делаем так. Но мне нравится. Мы вашими ручками делаем, да? Да. Хорошо, все хорошо, уже так особых изменений здесь не будет, не предполагается. Есть один момент, делали здесь вот такие, просто как шло, но чуть добавили и все, и оставили. И надо бы выровнять, вот даже рисовали, как выровнять, чтобы выровнять вот это поле, вот так вот сделать. Это подойдет под установку в готовый подровненный потолок, по моему мнению. То есть, если потолок будет подровняем его, шпаклевка, штукатурка, неважно, потом будет легче, проще попадать. Но, если там идея, а к нам скоро, наверное, приедет все-таки архитектор, наш дизайнер, если его идея вставить в потолок и не красить, оставить ее без покраски, то мы будем экспериментировать с какими-то колерами, возможно. И, возможно, вот эта вот криволинейность такая, она поможет нам скрыть шов между штукатуркой и самой деталью. Возможно, она поможет его как-то визуально размазать. Я думаю так. Поэтому с формовкой мы ждем еще недельку-две, наверное, чтобы сказал свое мнение наш архитектор-дизайнер, как ему нужно, чтобы получился потолок. Если без краски, то, наверное, так оставим. И уже так вот заформуем ее. Ну, она фактически готова. Все прописано, все классно, все замечательно с ней. А вот эту вставку я делаю уже с момента, когда я нахожусь на видеомонтаже. Я заметил, что я не придал должного значения в видеосъемке, в момент набора, скажем так, футажа, я не придал значения самой модельной работе. Перед вами сейчас только что закончился блок, который связан с этой модельной работой, и дальше пойдут уже другие блоки работ, которые производятся по этой розетке. Но конкретно самой модельной работе я уделил почему-то очень мало времени при съемке. У нас, кроме самой этой розетки, кроме самого объекта, есть еще объекты и есть еще куча работы. И поэтому это все вот так обрывочно. Вспомнил, что надо снять и снял. Вспомнил, что надо снять и снял. И почему-то вот сама модельная работа, она не попала на это видео.
Ну, так получилось. Может быть, это потому, что для меня это как бы выглядит и для нас всех, для тех, кто исполняет такую работу, это выглядит просто по умолчанию, поскольку это должно делаться. Ну, как бы без этого никак не может быть. Может быть поэтому, что это как будто бы что-то произошло по умолчанию, но на самом деле нет, не по умолчанию. И сейчас я восполняю этот пробел, пускай вот таким вот войсом из будущего, голосовым таким сообщением из будущего, уже в момент непосредственного монтажа. Так вот, вспомним, форму мы снимали с розетки, которая была жутко закрашена и был недочищен мел. И поэтому сейчас вот этот скриншот я дернул просто из этого же ролика, скажем. Вы его видели чуть раньше, этот, ну, как бы в процессе. Это скриншот из этого видеоматериала. Я дернул его, чтобы показать, какая она была сразу после отливки. Вы видите перед собой, как это выглядело, как только мы отлили из промежутка, вот сделали, отлили в промежуточную форму. Вот это первый отливок, который является моделью. И видно, что все забито краской было, видно, какие фона кривые, косые, рисунок искажен местами. Местами очень сильно искажен, местами очень сильно забит. Почему-то я акцентировал только на каких-то шубках, но кроме шубок здесь очень и очень много забитостей. Очень много мест, которые не прорезаны, то есть как они должны были бы выглядеть по-настоящему в реальности. Вот мы посмотрели, как это выглядело, пускай на вот таком дернутом скриншоте, как это выглядело до модельной работы, до непосредственно работы над этой розеткой. А вот сейчас, как это стало, это тоже скриншот из этого же видео. Между этими двумя скриншотами по видео прошло несколько минут. А в реальности, вот то, как стало и то, как было, в реальности у Ксении ушел, она непосредственно, фактически она одна выполняла эту модельную работу, Саша немного помогала. У Ксении ушел где-то месяц для того, чтобы привести ее из того состояния в состояние вот такое, как вы видите сейчас. Здесь полностью прорезан рисунок, добавлена шубка туда, где ей не хватало. Все искаженные элементы, они проявлены, вырезаны. И самая главная цель, которую я почему-то, так получилось, я не озвучил ее в ролике. Но сейчас я могу ее озвучить. Историчность этой розетки, она в очень большой мере лежит в том, что модель для исторической розетки, она делалась в глине, делалась руками в глине, не в пластилине, не замывалась, не замыливалась, как сейчас. Если кто-нибудь пойдет сейчас в любой магазин, где продают лепнину, или обратится в какую-то студию или в мастерскую, новодельные розетки, они так не выглядят, они прилизаны, если это копии старых исторических, то их перекладывали на гипсокартон, их прилизывали, вылизывали, давая им свойства такие потребительские, чтобы их купили, чтобы они выглядели гладенько и сладенько. Здесь же конкретно в этой розетке цели такой не было. Была цель сделать ее, как будто бы она историческая, как будто бы модель была выполнена из глины. И вот Ксении здесь удалось воспроизвести именно это. То есть у листочков есть какие-то края, они заворачиваются, есть прорези. То есть эта розетка как будто бы немного для нынешнего новодела, она немного небрежная. Но это сделано абсолютно специально, и на это ушло очень и очень много времени, чтобы привести ее в такой вид, что как будто бы она была изначально сделана, смоделирована в глине. Хотя на самом деле нет. Она была так вырезана из вот этой вот забитой краской и мелом модели. Вот на этом я хотел акцентировать внимание. Да, я понимаю, этот ролик будет очень долгим. Это будет самый длинный ролик, скорее всего, на канале, но я хотел сделать одним блоком эту розетку, и я ее так делаю. Вроде бы все из того, что я хотел сказать. Приятного просмотра. Так, выключили тот, который мог, это наш старый, который мог мигать. И посмотрим сюда. Ну, вот так, да. Ну, что-то помигивает, конечно, это не студийный свет, но, наверное, лучше. О, вот это, ну, неплохо. Могло быть хуже. А если сюда смотреть, сюда вот сильно мигает. Не знаю. Не знаю. Надо смотреть прямо в магазине, тогда получается. Это тоже какой-то Гаусс. Ну да, Гаусс. Он тоже какой-то из них. Не знаю.
Надо смотреть в магазине, пробовать, хотя они продают их вот не собранные, по идее, они могут идти без этого самого, без провода, чисто торчит кусок провода, прикручивай сам, делай как хочешь. Пока непонятно мне. Но, скорее всего, надо все-таки докупить нам светильничков каких-то хороших. Это просто нам принесли попользоваться. Так, я там, по-моему, обещал, не обещал. Хорошо тебе там сидится? Мне отлично. Как за партой, малыш. Малыши за партой, так парта не подходит, да, вот этот стол. Поясница нормально. Нормально пояснички хотя бы. Ладно, я хотел показать кое-что. Я говорил, что стол покажу когда-нибудь. Вот этот стол. Мы собрали стол для протяжки тут. Там нужно втянуть карнизы. Чуть-чуть там есть занятиц. Из этого самого. Нету в Петровиче бакелита. Есть вот такая штука. Это просто ламинированная фанера, но мы собрали ее вот так. Сюда уголком усилили. Сюда 90 градусов. Это у нас подложка под такую деталь. То есть все нормально. Вот так я собрал вверх, собрал крепко, собрал на эти самые. И еще говорю, мы уже протянули какое-то количество раз. Здесь уголок. Просто на этих самых. На винтовом таком соединении. Короче, вот здесь уголок. Ход вот такой. Мягкий и нежный ход. Отлично, прекрасно. Все работает, все классно. Пока что так. Здесь угольники. 3 конверта получается. Вот отсюда конверт поддерживает от раскрывания. Вот там конверт один. И вот здесь еще один конверт. 3 конверта, простейшие ноги на распор. Вот так нога устроена. Может, кому интересно будет. Так получилось. В принципе нормально. В принципе, тут только высоковато. А уже менять высоту нельзя, потому что уже тут подложечка есть натянута. Чуть-чуть надо ниже. Здесь где-то метров 15, надо метр 10, наверное. Ну, короче, надо под себя подстраивать. Ну, в принципе, норм. В принципе, хорошо, все ходит, это крепко. Это, ну, как бы вместе со столом. Если чуть-чуть там есть движение, то такое. Ну, прям все равно ты вперед, вниз давишь. И все хорошо получается, все хорошо выходит. Такой вот рапорт был, чтобы не писать на телеграм-канал. Там можно было туда, но я уже сюда закинул. Пускай здесь будет, может, кому-то будет интересно. Да, такая конструкция работает и довольно крепко работает. Вот. Хорошо скользит. Ну вот так оно идет помаленьку, полигонечку. Все получается по чуть-чуть. Все хорошо, все вот так работает. Ну, что думать, я там видел видео в ютубе, там чуваки делают прям из этого самого, из этой штуки, короче, из подоконников прям. А тут все крепко довольно-таки, ничего особо не шатается, так что самое то. Ну, ладно, будем тянуть. Ну да, вот, получается, хорошо, прекрасно, все выходит. Хорошо все скользит. Прям как надо. Ну вот и результатик. Вот такой кусок падуги раздельного карниза. Ну, норм. Вот так. Так что хорошо все работает. Я почему так собрал вообще, почему с таким усилением, можно было попроще, но я думаю, рассчитываю, и возможно будет такой вариант, что нам надо будет еще в будущем, в недалеком будущем пользоваться именно таким вот корытцем для протяжки именно конкретно вот частей карниза или просто таких карнизов. Поэтому я собрал разборную конструкцию, которую потом можно перевести куда-то, легко разобрать ее, просто корыто в сторону, ножки открутил. Вот эту перемычку забрал, все пронумеровал, собственно, так как мы со столом делаем постоянно, то есть стол постоянно перебираем. Ну, чисто на будущее, если что, что можно было потом использовать как-то и работать. Ну, как бы, один раз сделал и все, и забыл. Хотя, ну, потратил день, там, может, чуть больше на то, чтобы сделать это. Перекрашиваем теперь эту розетку. И потом еще весь плафон перекрасим. И, скорее всего, еще сюда зайдем, чуть на падугу там. Кое-что там, ладно. Ну, короче, мы закрываем за собой этот весь момент. Чтобы убрать пленку со стен, мы все укрывали полностью. Закрыли все. Чтобы все убрать и оставить чистую после себя комнату, перекрашиваем. Теперь такой же краской краску нашли. Благо, ремонт был недавно. Помнят, какая здесь краска. То есть, собственники. И как бы вернули обратно все. Возвращаем обратно. Внешний вид, может, даже и лучше. Хотелось бы верить, что лучше, чем было. Ну да, разумеется, что это самое, что сейчас на первый слой, то есть точечно где-то что-то, а потом все вместе, чтобы, ну как бы, чтобы не было там, чтобы прокрасили один раз там что-то и, ну, будут пятна все равно, так что первый раз точечно, то, что темное, а потом уже все вместе в круг, чтобы полностью слитно было. Ну как будто бы нас здесь не было, как будто бы нас здесь и не было. Что? Еще, шапочки, нормальная шапочка, ты похожа на грибочек. Я тоже потом надену такую же шапочку.
Что, мы продолжаем нашу розеточку, продолжаем мы ее здесь. У нас тут будут интересные моменты, связанные с дизайнером, поскольку дизайн здесь предлагается какой-то прям дизайн. Прям реально дизайн. Пока я не буду его как бы проговаривать, потому что может что-то поменяться. Чтобы, ну, как бы не перегружать, зачем. Можно сделать, нельзя сделать, туда-сюда. Короче, наша цель сейчас, нам наконец-то все здесь убрали, чистенько, и мы можем дочистить вот эту часть потолка с целью посмотреть размер вот этот вот, я не знаю, камера скорее всего показывает, да, вот это очертание, где была старая розетка. Они же когда-то ее выкинули отсюда, старую розетку, всунули сюда, вставили перегородку, выкинули розетку и заштукатурили. И вот нам надо посмотреть вот эту, как бы, новую старую штукатурку, ее границы, как у нас сюда будет вставать наша новая розетка. И будет ли она сюда вставать вообще в целом, та, которую мы сделали. Значит, мы сейчас дочистим, дойдем до границ, полностью обозначим границы, где у нас уже прям настоящая, самая-самая старая штукатурка. И вот дойдем до границы, посмотрим очертания, где у нас посадочное место под розетку было историческое. Потому что наша розетка, которую мы делаем, она из этого же дома, из этой же парадки. Но может что-то здесь было не так, может по-другому. Посмотрим. Наша цель расчистить. Вон Ксения уже убирает этой щеточкой. И потом уберем мел. Вот мел виден, синенький такой. Мел тоже уберем, все уберем по кругу. И посмотрим потом, что получится. Так, дочистили мы до такого состояния, как и предполагалось, вот у нас что получилось. То есть там штукатурка у нас грубая, внутри такая грубозернистая, как бы не родная, не вот эта. И будем дожидаться дальше, чего нам скажет дизайнер, как нам дальше поступать. Как нам сюда выдрузить вот эту нашу новенькую розеточку. Пока вот так идут дела. Ну что, половинку мы уже сделали, половиночку, меньше половиночки чистили. Не очень-то оно счищается, сейчас покажу. Я хотел, чтобы счищалось вот как-то вот так по границе примазки, но нет. Оно захватывает с собой чуть-чуть часть вот этого самого, часть как бы затирки получается, может тут грунт, ну короче часть старой штукатурки оно забирает с собой. Примазка и вот эта вот движуха. На самом деле она очень вязкая. О, разрушенница. Надо аккуратненько. Аккуратно подрезаем, и оно ни разу оно не хочет нападать большими кусками. По кусочку подрезаем, и так по кусочку отсюда и вытаскиваем. И надо еще вот туда внутрь. Вон, крепкая. Тут может цемент какой-то есть. Так, по чуть-чуть. Чтобы главная цель, короче, не вырвать вот огромный кусок, а по чуть-чуть оттуда удалить. Оно крепко держится, но она инородная. Вот она, видно хорошо, что она инородная. Она не такая, нам надо, чтобы вот получилось что-то типа такого, чтобы у нас была такая поверхность. Вот. Поэтому надо ее удалить. Она, собственно, штукатурка занимает наше место, посадочное место розетки. Вон гвоздей сколько осталось от старой розетки, там много так. Ну, гвоздик. Вот. Почистим это место, посмотрим дальше. Померяем еще раз, размеряем. Благо у нас есть тут этот самый. Вот нашли. Это крюк, срезанный крюк старый. Вот, это центр, собственно. Как-то так. Потихоньку почищаем. Вот чего получилось у нас. Вот такое вот посадочное место, собственно, какое оно было придумано изначально. Да? Да. Вот сколько у нас всего тут принесла нам инструментики, чтобы собрать эти развалы. В общем, вот так вот вышло. Ну, посмотрим, чего там будет. Ну, тихо, не шуми. Посмотрим, что нам скажет дизайнер наш. Как, чего дальше будем делать. Пока так, вот такой ход. А, что, говорил, что это самое. Вот видно кусочки розетки. Вот это мы нашли. Вот они. 2 кусочка всего-навсего. Они где-то были по центру в этой самой, в перегородке там. А дальше все выкинуто было, и там была только штукатурка. Ну вот, это они. Скорее всего. Ну вот этот характерный такой. Пойдем примерим, кстати. Вот они, короче, вот эти ребята. Вот. Вот так.
Нашли 2 маленьких кусочка всего-навсего. Так что да, без сомнения, здесь та же розетка. Вот так. Вот она. Ждет, не дождется формовок. Так, подготавливаем к этому, к формовке все. Саша еще раз перепрошла. Проходит какие-то неслыханное количество времени огромное. Может месяц, может еще сколько. Она тут лежала, какие-то вещи на ней тусовались. Но Саша обратно ее переподделала. Сколько цикл у нее тут жирненький. Смотри, миллиард вообще. Короче, сделала на выход, угол везде. Будем формовать. Сюда, чтобы сюда будет опалубка. Скорее всего, сюда вот пойдет опалубка какая-то. А сюда тут же была что? Тут же была пустота. Вот она, эта пустота. И Саша ее заместила кусками разных новодельных элементиков. Короче, чтобы не вытекал у нас этот самый силикон. И отсюда надо будет тоже что-то сгородить. Когда сделаем, покажу, как выглядело. Но я не успел, она уже все тут кинула, все это плюхала мне. Надо было эту самую показать. Аккуратнее. Аккуратнее. Надо было показать, ну, я думаю, там видно было. Это же один ролик. Для меня прошло уже больше месяца, наверное. Для вас ничего не прошло. Значит, надо заместить ее. Ну, сделаем, покажу, как выглядит. Ну, как-то так, потихонечку. Все разбежались. Я хотел поснимать, как все тут что делают. Ну, делают, что-то делают. Ну, вот так делают. И вот так потом делают. Как еще делают? Вот так вот делают. Серьезно делают. Короче, потихонечку наращиваем бортик, чтобы получилось красивенько. 14-15 век. 14-15 век крепость, говоришь? Когда были... Красивая крепость, говоришь, получилась. Красивая крепость получилась. Ну да. Вот, валы. Крепостные валы. Это огромное. Это я не знаю, что мы будем с этим делать, но что-то делать придется. Как бы там ни было, во что бы там ни стало, да? Вот так вот сзади это выглядит. Вот. Запихали, как эти самые. Ну да, все в принципе правильно. Скорее всего, так правильно будет делать, как мы делаем. Но она огромная. Это огромная штука. Реально. Очень большая. Вон какая Саша маленькая по сравнению с ней. Ох. Нет, я просто стопталась. Это да. Ну что, поехали. Потихонечку. Помылять. Все то же самое, только теперь вот так, на плоскости. Все тот же Unisil 9131, все тот же разделитель VSM, все тот же уже стекла с надписью, я помню, 2%, по-моему. И все тот же деталь все та же. Вот и все. И поехали. Тут мы залачили, вчера пролачили. Гипроки вот здесь, я не помню, снимал, не снимал, наверное, снимал, а может быть нет. И вот. Заливаем разделителем. Сохнет и потом формуем. Угу. Жижа. Ну-ка. Ой, держи. Она вырывается. Лейся, жижа. Веселее, да? Жижа. Много жижи. Так, а что, первый слой накинули, видимо, опять что-то какие-то проблемы с банками, потому что вот здесь, с этой стороны, вот, тут есть отлип, я чувствую прям на отлип, еще рано, он еще чуть-чуть как бы подхватывается, но с той стороны, например, не знаю почему, но здесь, например, это вот так работает, хопа, а вот, то есть не круто, вообще не круто. Надо ждать, пока полностью будет, как бы уже на отлип будет нормально, чтобы не подлипало за пальцем, и тогда можно будет следующий слой наносить. Так вот в один слой 5,5 литров улетело у нас на вот эту вот штуку. 5,5 баночек. Ну посмотрим, вроде все промазали, вроде все есть, вроде везде есть толщина, вроде ничего не пропустили. И следующим можно будет пойти потихонечку добирать. Надо ждать. Не помню сколько, загуститель. Не стала пересматривать видео, по ходу 2% его надо, но будем меньше. 2, по-моему, было так, что-то было в таком роде, что надо было 20 на литр. Наверное, начнем с 15, будем 15, вот такой загуститель у нас есть тут. Ну что, первый слой норм, первый слой прихватился, привстал, вообще не липнет, все с ним хорошо, то есть все норм. Можно начинать закидывать вот эти вот места такие.
Ну-ка я выключу свет. Ой, не тот провод был. Тот включил. В общем, вот видно, где просвечивает. Все, что просвечивает, не должно просвечивать, естественно. Слишком тонко. Вот. Этого быть не должно. Вот этого быть не должно. Все надо закидывать теперь, чтобы было жирненько. О, как вот здесь. Толстота и жирнота. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Посмотрим, сколько уйдет. 5 ушло у нас банок, да, с половиной. Еще уйдет. Я думаю, килограмм 15 сюда уйдет в целом. Потому что много, и тут вот сзади еще такие места. Вот здесь тут же ровно, чтобы потом совпадать. Наверное, надо было чуть больше под углом. Ну ладно, нарастим потихонечку, нарастим чуть-чуть вот так. Вот, а здесь было под углом сразу сделано. Ну, собственно, и видно, что здесь под углом на выход, чтобы не закусил нигде, не дай бог, этот самый гипсик. Вот. Формочка наша. Где-то мы это уже видели, да? Где-то мы это уже видели. О, сок. Сочный. Это как у этих. Американцы любят, да, эти штаммы? Как это называется? Ты любишь сочную курочку. Чего? Какую курочку? Этот, короче, как он? Арахисовая паста. Вот. Похоже на арахисовую пасту. Вот так тянется классно, кайфово. Хороший, нормально, 0,15. Вот, 15 получается на литр, на килограмм. Ну, вот так. Неплохо, неплохо. Я бы поменьше сделала, чтобы немножко подрастекалось. Я бы поменьше сделала. Ну, сделаем поменьше, 12. Можем уменьшаться. Ладно, это нормально, это хорошо работает. Так, а вот. Вот такое получилось. И сейчас еще разок пригладим. Чтобы поглаже это получилось, чтобы глаже это было. Ну да, подъедает силикончик. Тут много, прям реально много. Поэтому не получается гладко сделать один раз, потому что тут было очень так все рельефненько. Но сейчас еще подгладим чуть-чуть. Ну и вот, и вот, и вот, и вот, и вот. Чуть-чуть чисто подпригладить вот это все. Жижу эту. Ну, посмотрим, что из этого получится. Тоже нам сверхкачество здесь не нужно. Нам надо всего 2 отливка. Всего 2. И может быть кому-то потом отдадим или что-то. Не, это выбросить. Для 2 отливков какое-то сверхкачество там, финишное, там, чтобы это было гладко, идеально гладко, нам не нужно. Потому что это будет этот самый. И расход будет материала. И так мы уже изводим тут какими-то уже ведрами его прям. Это очень много. Ну, сейчас хорошо видно. Не знаю, как камере, а мне глазам хорошо видно вот это. Разница, где более гладко получается. Вот. И вот здесь, например. На самом деле намного легче мазать в этот самый, ну как бы, на горизонтальную поверхность, чем на обратную такую, на потолок. Оно тут само растекается. Что ты такое говоришь? Что? И растекается хорошо, лучше, чем если наоборот. Давай добавим яркость. Ну, не устраивает, ну смотри, радуется. О, сколько? Пизанская башня ведерочек, 17 литров. 17 ведер ушло сюда у нас, по-моему, так. Ну, вот так. Ну что, подождем, привстанет, и потом, может быть, завтра когда-нибудь будет здесь кожух. Вот так вот. Так, что, следующий ход? Следующий ход. Нам надо, так как у нас вот здесь возвышение, естественно, что такую толщину, это дико. Нет, мы сделаем вот точки. Так, там что-то, телефону кто-то. Вот точки, мы их будем поднимать. Мы поднимем их на какое-то расстояние. У нас ровный стол относительно. Ровная деталь лежит на столе. И поэтому относительно них мы поднимем. Насколько-то, посмотрим насколько. Мы можем регулировать саморезами. У нас везде саморезы. Отрегулируем высоту подъема, одинаковую сделаем. Есть деревяхи разнообразные. Больше у нас ничего нет. Есть штапики, есть деревяхи. И из них мы сделаем внутри каркас деревянный. И предварительно, перед тем, как это все заливать, мы этот каркас замочим, обмотаем какими-то ветошью, тряпками, вот такими штуками. У нас нет такого длинного корыта. Мы обмотаем это все, смочим, и оно будет мокренькое, тогда не будет отрескивания. Вот такой приблизительно ход. Потом соберем этот каркас
перед самим нанесением гипса. Сетка, гипс, сетка, гипс, каркас, сетка, гипс. Вот такой, будет 3 слоя получается гипса. Ну, пока такой ход. Но надо сделать, чтобы это было легкое, 20-25 миллиметров, и чтобы было достаточно крепкое, чтобы это не развалилось. Так, дошли тут мысли, что так будет норм. Вот так сделаем, сначала замочим их все, они промокнут чутка, а потом уже только их вмонтируем. И эти точки, это наши точки, чтобы потом, когда мы перевернем, подкладывать кирпич. Именно из-за вот этой вот нашлепки гадкой. Или не очень гадкой, крупной просто. И вот это будут точки, потом с этими точками как-то мы сделаем такую арматуру, и вот. И тогда, может быть, он не сломается у нас при работе. Угу. Вот так периодически обливаю их. Перевязал тряпицы разнообразные, чуть обливаю, даю ему чуть намокнуть. Пускай будет лучше так. Такого длинного корыта нет. Тут 1,5 метра самая длинная палка, но она нужна целая. Так что она потихоньку намокает, пару часов будет мокнуть. Потом в дело. Так, чего? Подготавливаем до конца уже все. Крутили досочек там. И здесь, чтобы все вот так зацепить, тут одинаковое расстояние, нам хватило 10 сантиметров высоты от стола, стол у нас одинаково ровный, чтобы везде одинаковые липушки, вот эти создать, чтобы везде одинаковая высота у нас была вот здесь. Вот так вот. Все приготовились, поднарезали, там еще сетка есть нарезанная. В общем, все готово, можно работать. Мы будем использовать фибру. Обычная какая-то фибра, и будем ее изначально в воде распускать в воде, и потом добавлять гипс. Будет гипс с фиброй. Треть пачки где-то. Такая хорошая горь. Волосатая вода. Ну все, дальше гипс. И поехали, и так 4 раза. Во, волосатый гипс. Волосики. Волосики. Вот они. Вон сколько волосиков. Много волосатого гипса. Первый слой. Надо промазать. Надо, чтобы везде попало. Чтобы везде облипло, обволокло. И так далее. Сюда тоже. Тут юбка. Везде создана юбка. Сюда, в эту сторону. Ну, это понятно, скорее всего. Ждем, пока он сейчас начнет с этой волоснёй, начнет с волосиками, он начнет побыстрее прихватываться где-то. И тогда будет хорошо. Тогда можно будет отсюда выбрать, чтобы еще слой попал. Выбирать. И вот так, и вот так, и вот так, и всяко разное. И очень хорошо. Вот так, чуть-чуть подождем, потом сетку. А зубатый кельма еще делаешь? Нет. Зубатая кельмочка. Нет. Это зубы. Зубики. Чтобы между слоями было норм. Сейчас сетка сверху пойдет. И потом еще жижа. Ну, желательно, я думал, я прикинул, что пойдет где-то 25 миллиметров будет. Может, до 30 миллиметров толщина кожуха. Но опять же, у нас тут неровный рельеф и так далее. Что-то рассчитал так. Ну, 20 будет маловато, наверное. Ну, посмотрим. В конце будет заметно сколько. Ну да, чтобы зацеп был. Но он еще не, он еще... А, кстати, самое время. Я пошел размешивать. Вот, второй слой. Этот еще нормальный. Этот еще вот. Он еще работает. Все мы прям вот с 2 рук. По-македонски, да, по-македонски. Как коты жрук с 2 рук. Ой, боже мой. Вот так можно возюкаться. Смешно тебе? Смешно тебе? Очень. А, ее же зовут Александра, точняк. Сейчас, все, топим сетку сюда. Завоевать. Так, сетка. И сейчас палки, но палки не покажу в конце, как сделаны. Потому что надо будет всем быстро очень делать. Гипс уже вот он. И вот так, и вот так, и вот так. Подожди, и вот это а наша высоты? будет арматура. Высоты нам не важны. Мы проходим выше всего. Видит? Да, мы проходим выше точно. Все, примазываем, пришлепываем. Так, я думал 2 сетки все-таки использовать. Еще одной прикрыть. Нет, не выйдет. Вот этого нам не компенсировать никак не получится. Поэтому мы просто перекроем здесь сеткой. Переснем вот так, и вот так, и вот так по-разному. Прижмемся и сделаем здесь такой каркас, ребро-каркас. Вот типа такого что-то будет. Посмотрим. Импровизация дальше. Потому что
Слишком много будет гипса. Это будет слишком тяжело, если мы будем еще наращивать сетку сюда. Это будет тупо. Так не надо делать. Думали прокатить, нет, не прокатило. Ну, нам самое главное, чтобы это выдержало потом нагрузки. Я думаю, если мы сделаем ребра, такой каркас жирный, толстенький, это будет работать. Ну, посмотрим. Короче, что, надо было бы все-таки, скорее всего, без этой арматуры. И без этого дерева, но мы посчитали, что лучше с ним. Мы могли бы и без него, только чисто на фибре, но мы сделали с ним, и поэтому вот эти наши приготовления, то, что мы делали себе как бы подставочку, чтобы потом снимать правилом, нет, не получится, и будем мы подставки делать просто под эти вот точки, под эти ребра жесткие. Тут уже 80 литров раствора, и будет еще 20, будет 100 литров, ну как-то так. Что? А тебе нести? А тебе нести? А вот. Да, на горбу, как еще. Ну, сейчас все облепим хорошенько, все мощно сделаем. И будет, наверное, норм. Я думаю, что... Да, попробуем так. Ну, тут все скреплено, тут еще скрепится, сейчас мощно. И, скорее всего, так будет работать. Ну, вот так. Получилось вот так, и теперь будем ждать, пока это полностью высохнет, чтобы это было подъемным. Сколько-то, да? 100 литров раствора сюда ушло приблизительно, может быть 90. Ну, подождем, посмотрим. Я думаю, это можно будет как-то поднять, но надо ждать полного высыхания. Пройдет, наверное, не менее недели, я думаю, может даже и больше. Чего, будем мы откручивать, будем подготавливаться. У нас квакает телефон, Потрещал, растрещался на деревяхах. Но я думаю, я надеюсь, что это не сильно нам повредит. Прошло несколько недель после того, как это было сделано. Вот видно, да, там, где дерево было, там и потрещало. И чего? У нас близятся новогодние праздники. Сегодня сегодня пятница, 29-е. И надо разок ее залить. И поэтому надо освободить и залить один отливочек сделать. Да? Ну и откручиваем, будем разбирать потихоньку. Вот это все убирать. Опалубка. Съем опалубки происходит. Уберем опалубку и посмотрим дальше. Ну, тут много сетки. Я надеюсь, что тут, где много сетки, что все это сдержится. Ну да. А, тут же еще был фибры много. Ну, это просто трещины. Просто трещины. Надеюсь, что это просто трещины, что нам не помешает это все в работе именно с этим огромным кожухом. Он весом большой. Я не помню сколько. Это было давно, когда мы лили. Я думаю, килограмм 60 минимум, наверное. Ну, посмотрим. Разбираем. Вот он, силикон. Надо аккуратно, чтобы не порвать эту юбку. Надо аккуратно сейчас все полностью разобрать, всю опалубку. О, много. Сделали ручку. И как оно? Никак. Ну, что-то двигается. Я вижу, что-то двигается, надо вдвоем. Ну, он залип, естественно, тут больше квадратного метра. Сейчас еще одну приделаем, попробуем. Ну, вот он ходит. Вот. Да, полностью ходит, надо вдвоем, значит, поднимать и как-то вот. С ручками будет нормально. Мы их не предусмотрели изначально, может быть и надо было. Ну ладно, ну вот так прикрутили пока. Что, видно? Ну да, вот он поднимается. Все нормально. Ну что, удалось сдернуть пятером. Пятером нам удалось ее подсдернуть. Ну такая, она огромная, конечно. Сколько тут? Под 20 литров улетело. Ну нормально. Пока модель не трогаем. Модель пускай остается на своем месте, мы ее не трогать не будем. Просто снимем. Вот она тут тусовалась, мы ее катали на каталке. Вот такая это огромная штука. Получилось, что она на досках стоит очень хорошо. Она прям сразу стоит хорошо. Вот мы еще докрутили досочек туда. И нормально. Очень тяжелая. Больше 100 килограмм, скорее всего. Хотя это высохло. Но вот так. Пока так. Че, поехали потихоньку помолять. Сначала первый слой 30 килограмм гипса, 18 воды. 24 к 40. 24 к 40. Такая пропорция. Попробуем так, чтобы потом, когда мы будем ее подмазывать, чтобы попасть в ту же крепость гипса, мне это, я думаю, нужно. Ну, короче, будет хорошо делать одинаково. Вместо 27, как обычно, 24. 24 воды на 40 килограмм. Это 6 к 10. Соотношение вода-гипс. Мыльной водой. И попробуем. Сколько-то, посмотрим, сколько уйдет. Я думаю, минимум уйдет 40 килограмм мешок целый. Может больше. А вот так вот. Ну, поехали, попробуем. Ну, нормально такая, не жидкая, густенькая. Хорошо. Сейчас много кисточек вперед промакивать все.
Вот, смотри, кто к нам пришел. А, Привет! Прям с улицы меня забрали, даже Ну и не дали чистенькая. переодеться. Чистенькую не дали даже Хорош переодеться. повживать. Чего? Хорош повживать. Пожалуйста, смотри, какая тоже чистенькая. Вы А мне просто чистюненькие. переодеваться лень. Ну, понятное дело, Лен, переодеваться. Много гипса. Много мяса, мало теста, настоящий пельмень. Ты вот устроила, смотри, что у тебя происходит. О, Что же делать? а вот, так вот не делать. Не доливать больше. Вот так по чуть-чуть наливать, потом размазывать. Уже бы стоило бы тут. Тут больше не нальешь, надо только размазывать. О, и у меня выливается. Ты мне выливаешь все. Я? Нет. Все выливает мне. А вот уже можно сюда, да? Очень много. Там еще что-то осталось? Осталось, да. Чуть-чуть. Ну, надо будет еще, скорее всего. Ну, я специально отделил 30 килограмм, чтобы сделать вот 6 10. Так, и посмотрим, сколько произойдет. Ну, уже нормальное заполнение, надо сетку укладывать. Первый слой. Уже, вон, видно, подсхватывается чуть-чуть. Подприсхватывается. Во, лохмотья. Лохмотьюшки. Это чтобы обнять. На себя сможешь? А все, огонь. Это чтобы обнять ее полностью, чтобы сюда вот так продавить чуть-чуть. Только старайтесь не придавливать, чтобы не вылезло с той стороны. Не придавливайте, так и оставляйте, сейчас примажем ее просто. Нет, давайте еще разок. Все круто, но... Все круто, но переделайте, пожалуйста. И еще тащите. Вон, мало торчит. Еще надо... Нормально? У меня, да. Впритык? Ну ладно, тогда это края обрежется. Ну и ладно, и вот тут надо еще чуть-чуть, но не, приминать не приминая. Че, вот с мешка получается, на мешок ты добавил 10 килограмм, 6 литров воды еще. А может и хватит. Ну, приблизительно, если что останется, то и останется, уже не суть. Ну, будет понятно, сколько на следующий раз наводить на них. А тут, ну, Не знаю, сейчас правильцем еще раз проверим. Вот так как-то. Правильчиком. Вот там надо еще добавить. Да, можно и не добавлять, но можно и добавить. В принципе, вот. Как-то так. Теперь это будет сохнуть какое-то время. Нет, пока еще не сделали. Когда сделаем, потом оставим, чтобы это сохло. Желательно, чтобы оно высохло, как кожух у нас он высох, так и чтобы она сама у нас высохла тоже, деталь. Чтобы можно было ее кантовать, перемещать. Потому что мешок это получится 64 килограмма, если мешок. 40 килограмм мешок плюс 24 воды. Но это будет тяжелое. давай на пол берем. Вот теперь это будет пару недель пытаться высохнуть как-то. А потом попробуем это достать, не поднимая. Попробуем много рук достать ее вот как она есть. Вот так вытащить. Потому что иначе у нее общий вес будет под 150 кило, это будет не круто. Это будет очень тяжело. Поэтому мы попробуем ее как-то приподнять вот как-то так. Ну, пускай так, пока так. Посмотрим, что произойдет. Что говоришь? Надо было... Я же объясняю. А я же какие у нас- говорила. Какие у нас тут были споры на тему розетки. Разделить ее или отливать целиком. Короче, к нам вернулась Ксения. Наконец-то. Спустя год. И мы вытаскиваем розетку. Здравствуйте, да, кстати. Здравствуйте. Кто давно нас смотрит, тот помнит. Мы вытаскиваем ее, мы не можем ее поднять и поставить. Тут больше 100-120 кило. Я не хочу даже и думать об этом. То есть, чтобы ее как-то на стол переворачивать. Поэтому мы попробовали крутить саморезы, думая, что там толстое место. А там такие, ну, у нас же есть модель, мы не сорвали, модель у нас на месте. И вот, я ее подорвал. Видно, что подорвал, и мы сможем ее достать. Ну-ка попробуем чуть-чуть. А ну-ка. Вот она шевелится. Видно, да? То есть это работает. Вот за это я люблю эту работу. Что, ну, как бы я так никогда не делал. Кто-нибудь так делал? Ой, боже, какие лица. Законно заниматься всякой ерундой? Да, абсолютно законно можно заниматься вот такой штукой. А Саша изначально хотел ее разделить, но я думаю, этот ролик будет охватывать полностью всю эту розетку, и мы посмотрим в конце, что получится. Потому что я не хотел ее делить. На минимальное количество частей, а минимум у нас 2, левая и правая. Вот, поэтому попробуем так, попробуем целиково. И мы ее сможем вытащить. Если мы ее подорвали уже оттуда, то мы сможем подлезть пальчиками и аккуратно ее достать. Ну, такая мысль пока. Попробуем. Вот. На камеру давай.
Чего? Вот и все, шкура убитой. Не убитой. Нормально, розетки. Достали мы ее, достали, подняли вместе с шкурой сюда. Потом перехватили четвером с девчонками, да, получилось. Я думаю, она килограммов, ну, наверное, 40. Вес такой розетки получился у нас. Потом дальше, ну так мы ее целиком и будем стремиться когда-нибудь зацепить. Так, по качеству заливки. Вижу не пролив. В одном месте вот тут. Не пролив, это нормально. В цветке где-то еще козявку видел. Козяву. Да, не, нормально, это хорошее качество. А, пузырь. Ну, это такое, мы это подмажем. Это... Самое главное, что из той партии, а мы заливали ее давненько, я из той партии сохранил 1,5 мешка гипса. То есть у нас мешок улетел сюда, в тело. Улетит еще один мешок такого же гипса, то есть по цвету. Я помню, я даже пересматривал видео, 24 литра, по-моему, использовал на 40 килограмм гипса. Такое же сделаем, будет крепенько, во. Будет классно. И еще хватит на подмазочку потом. Подмазочка. Именно так. Угу. И где-то еще я что-то видел, какую-то козявку. А, вон видел козявку. Это где-то порвалась резинка. Ну, на таком объеме это ни о чем. Да? Мы не попали. Куда не попали? А, не попали в цветочек, продырявили сбоку где? Да. Ой, я не вижу, где там что. Ну ладно, не попали. Главное, вытащили, это самое главное. А резину там залечим, где продырявили. Что нам не пришлось с кожухом таскать, мы бы не смогли, наверное. Угу. И зачем бы нам это надо было? О, вот и все. Слава богу, есть такая. Когда я говорил, что осталось, модель у нас осталась, пока мы полностью розетку не отольем и не установим ее, мы модель не будем трогать. То есть она есть, может где-то там что-то уже положили туда, может грязная, но неважно, она есть, она есть. Вдруг чего, у нас всегда будет модель. Я считаю, так правильно поступать, потому что уже очень много сюда сил вложено в эту розетку. Ну что, перед самим монтажом озаботили нас тут крюком. Там торчал огрызок крюка, и мы честным образом попытались, купили эти самые держатели, плашки, лерки, всю движуху, и попробовали, и у нас получилась резьба, вот она. Резьба получилась, только этот крюк, когда мы накручивали, когда мы резьбу нарезали, он, короче, уплыл вниз, он ушел вниз, что-то его там перестало держать, и мы не смогли его вытащить. Может, там под гайкой, что-то где-то прогнило, еще что-то. Нам пришлось его обрезать. Хотя у нас получилось, мы попробовали 12-ю, потом 14-ю, 12-ю мало, 14-я получилась норм. Ну, надеюсь, что что-то видно. Что-то этот мигает. Все, убрал эту мигалку. Ну, я думаю, да, видно ее. Короче, не вышло у нас. Не вышло и не вышло. Ну ладно. Но тут собственники хотели, чтобы было покрепче и получше. Поэтому вот эту конструкцию мы сделаем вот так. Не просто вот так, а я пробовал вот так. Мы прикручивали вот эту фанерину. Тут какая-то подпаркет, которая идет фанерина. Прикручивали вот так вот. Тут шпилька. Вот так. Платформа опорная. Десятка. Шпилька. С этим, ну, не знаю, это временное. Потом, кому надо, те потом обрежут, крюк вместо этого прицепят нормальный, приделают латунный, старый, исторический, неважно. Нам надо вывести из-под розетки, чтобы оно осталось нормальным. Мы делали так, но я еще усилил, я сделал вот так. То есть с этой стороны еще идет забивная гайка. То есть платформа такая. То есть у нас мы совпали ею, получается. Ай, уколол с этим острый. Вот это вот совпало у нас резьба, мы сделали так, чтобы совпасть. Сейчас временно прикрутили вот на обычные саморезики. Совпали резьбами. Вот так вот. Она вкручивается, выкручивается нормально. Ее можно будет вытащить, укоротить и обратно запихнуть. Это важно. Мы ее смонтируем. Мы смонтируем ее на потолок полностью. Вот. Кучу отверстий. Потом выкрутим по одному вот этому, еще длинные возьмем, что в доску, еще прикрутим отдельно и платформу сквозь эту штуку. А я висел, просто вот было на 4 самореза, и вот здесь было 4 самореза. И я висел 92 килограмма, или сколько я там вешу, сейчас не знаю. Я висел на ней. И я еще хочу дополнительно вот этих ребят. Вот так как-то или еще как-то. Вот, вообще вот так вот эти пластины. Еще усилить, еще здесь зажать, и еще вот так зажать. И как-то все это еще по краям прижать, чтобы это все полностью стало, не знаю. Я спрашивал дизайнера, сказал, ну до 60 килограмм будет люстра. Ну максимум, он сам пока не знает, какая будет. Ну, я не знаю, сколько это выдержит, но я думаю, что это выдержит, это будет достаточно крепко. Вот такая конструкция. То есть тут одна резьба, и с той стороны еще одна резьба. За этот забивная вот эта вот гайка. Попробуем, смонтируем, и только после этого можно будет уже заниматься розеткой. Когда все будет торчать, она у нас, собственно, и есть центр. Шпилька, то место историческое, где крюк, у них крюк был ровно по центру, и мы туда же его и восстановим.
тяжело. Нам приходится рассверливать пластины, все, что у нас есть, потому что у нас мы применяем для потолка, для того, чтобы крутить шайбами, мы применяем вот такие саморезы, а они вот, у них резьба не до конца. Нам бы хотелось, чтобы это все было прям с резьбой. И у нас есть другие саморезы. Покажи, пожалуйста, какой там саморез. Получается 5,5, наверное, резьба у него. Сколько у меня сверло только на 6 есть. Ну вот. И вот здесь он проскакивает. Нормально. Этот жир. Ну, чтобы прям серьезно было. Наверное, это будет серьезнее, чем если без этого. А сюда он уже не идет. Все. В обычные. Ну, вот для этой пластинки. Сюда проскакивает. О, и норм. Вот так. Ой, упала. Ничего, вот так вот получилось у нас. Тут непредвиденное обстоятельство было. Там швеллер металлический. Я не понял, почему он там. Хотя я рассчитывал на то, что здесь доски идут, еще несколько рядов досок под основным, ну, как бы за швеллером, дальше на нас. Но, видимо, он там. Разбирать я не хочу это. Ну, самое главное, что мы сделали, повисли. Ну, товарищ повис, он 80 с копейками. Короче, он висел на ней, на этой штуке. Самое слабое место здесь уже, наверное, это резьба, потому что вот эти огромные саморезы, тут и какие-то 120-е вкручивали, вот эти дикие. И вот так вот здесь у нас прошла эта самая. Вот здесь швеллер, сюда не могли вкрутиться. Ну, мы в бок туда зацепились. Сюда зацепились, туда, сюда. Вот так, вот так, вот так, короче. Это крепко, это реально крепко. Тут сама пластина, она даже фанеру выгибает, получается. А вон видно. То есть даже прикручивание пластины гнет эту фанеру. Ну, этими саморезами имеется в виду. Вот такие твари огромные. Очень жирно. Это жир. Да. Ну и вот и вверх мы попали как раз туда, где этот самый. Он даже рукой кручу, потому что он повис. Она сначала что-то туго ходила, а товарищ повис. И она стала легче ходить. Видимо, вот это вот место, там вот эта забивная, где гайка с одной стороны, вот это вот. И эта пластина с другой стороны, они же все в рассинхроне были, а потом, видимо, как-то чуть подсинхронизировались. Теперь это легче даже крутится. То есть мы зацепим когда розетку, останется висеть эта штука. Кому не понравится, захочет срежет там, захочет уберет здесь. Наварит какое-то что-то, крюк там, ну, в общем, можно делать что угодно. Самое главное, что мы выпустили это очень-очень крепко. Вот так. И потом сюда провод прокинем, вот. И все. И будет так норм. Ну, хорошо. Это выглядит, по крайней мере, выглядит очень крепко, очень. Середину разобрать. Не Или хотим. удобно подпрыгивать. Нам удобно подпрыгивать. Короче, вот наши основные ударные силы. Что ты говоришь, на тренировку тебе надо было? День сорвания спины. Любую грыжу? Сегодня всенародный день грыжи. Всенародный день грыжи? Нет. Сегодня всенародный день пиццы. Сегодня какой-то февраля. Сегодня февраль какой-то. Будем ее цеплять. Мы ее насверлили. Там мы приготовили. Все приготовили. Все у нас висит. И, наверное, мы сможем это сделать. И еще товарищ есть там. У нас 2 мужчин и 3 женщин. Знаете, как это называется? Вот так это и будет называться сейчас. Бригада. Бригада? Ну, типа того. Попробуем зацепить ее. Половиночка. Половиночка. Да, мы 5 ее подняли. Девочки отсюда были. Я не знаю, я не буду снимать, чтобы там товарищ не попал на это самое. Можно было бы таймлапсик, ну, как мы корячимся и мучаемся, и пыхтим, и пукаем. Или не пукаем? Не пукаем. Просто обычно поднимаем. Втроем отсюда девочки держали, мы им принесли, они приподняли, мы оттуда выхватили туда, они зашли на следующую туру, мы им задницу подняли вот эту штуку и дальше прикрутили. И потом уже это в черновую, потом мы выставим ее по уровню, а дальше разберемся. Там еще будут нюансы. Ну, пока вот так. То. Нормально. Очень даже нормально. Нормально или нет? Убежала просто. А что убежала, не знаю. А вот. Вот она и на месте. Надо будет еще, понятное дело, она вот видно, где-то заступает на потолок, потому что историческая, которая здесь была, у нас сложилось впечатление, что крюк, а мы поставили крюк точно, как он был. То есть, как он был, потому что он был идеально по центру. Но в исторической розетке, скорее всего, крюк был чуть смещенный. Почему-то у них розетка была чуть вперед. Ну вот видно, вот здесь вот так. А здесь у нас она как бы чуть-чуть заступает на штукатурку, она лежит на штукатурке. Мы ее поотпускаем, это все в сухую сделано, мы ее отпустим чуть саморезы, опустим и аккуратненько вот так подсрежем. Телефон меня сбил, в смысле? Ну что, висит она пока еще не подвешена. Было сюда вложено очень много сил, и занимались мы ею порядка, ну, не постоянно,
Но занимались мы ею, наверное, несколько месяцев точно, месяца 4 как минимум, она у нас была в какой-то работе. Снимали форму, потом то, потом это что-то делали, потом очень долго ее приводили в такое состояние модельное. Я потом как-то поднимусь повыше уже и покажу, как чего получается там. Вот. Как она выглядит вблизи. Ну, я показывал вблизи. Ну, покажу, может быть, потом, как на потолке выглядит. Поскольку я планирую этот ролик, я посвящаю конкретно прямо этой розетке. И мы дальше же там по комнатам продвинулись уже в работе. И я хотел бы уже, как бы оно будет, как в готовом виде, приблизительно оно будет в финишном выглядеть, когда отмажется вот это все. И мы здесь двигаемся, мы делаем, это фактически готово, мы делаем, это так забегая чуть вперед, вот расшитые, видно трещины, укрепления, и вот здесь это уже отмазано. Мы двигаемся в сторону сокрытия трещин, сокрытия вообще, то есть как будто это было старое. И здесь будет такое же. Так что я чуть-чуть приоткрыл завесу, поскольку этот ролик про розетку выйдет перед роликом, который будет посвящен вот этой работе. Вот. То есть ход здесь такой, что сделать так, как будто бы здесь просто расчищено, как будто бы это не было подвержено каким-то аварийным воздействиям, как будто это не было подвержено ничему вот такому. Как будто бы здесь все было, ну, как будто это расчистили, вот. А на самом деле здесь детали, здесь трещины, даже не трещины, а вот там, где совпадение деталей, где детали, вот примыкание деталей, на самом деле это все было вот в подобных трещинах. Вот в таком виде все выглядело, все было вот так. Вот здесь был когда-то перестенок, и мы постараемся тоже здесь поработать, сокрыть это место, как бы запудрить его, припудрить, чтобы как будто бы это был такой вот такой потолок. На самом деле здесь очень много интересной работы, работы с колерами, работы с колеровочкой, работы с тем, чтобы скрыть наличие, ну, как бы то, что там когда-то были какие-то трещины или какие-то вообще, что это было нецелостным, скажем так. Вот здесь уже работа такая проведена. На потолке трещины были, здесь детали, тоже совмещение деталей, и вот так это вот у нас сейчас выглядит вот так. Уже продвинулись мы вперед. И вот розеточка теперь лежит. Теперь наша задача будет чуть приопустить ее на саморезах, там много саморезов, наверное, по десятку, а то и больше. Огромные саморезы, приопустить ее чуть-чуть. Хорошо вырезать под нее, чтобы она легла куда надо, совместить ее полностью с потолком по плоскости везде, чтобы это все совпало. Так она у нас совпала. Вот этот вот кругалик. Я показывал почему, потому что у нас был ровный модельный стол, и относительно него мы строили высоты, относительно него мы размеряли, все вымеряли. То есть мы не использовали, не делали вот эту центральную деталь отдельную, и отдельно кусками не делали. Мы сделали как исторически, чтобы меньше было швов. И у меня еще остался из той партии, у меня остался гипс специально для подмазки. То есть у меня есть специальный гипс для подмазки. Вот, из которого выливалась эта розетка, поскольку новые партии уже более желтые какие-то, там уже чуть другой гипс. Ну, посмотрим, пока вот так. То есть нам удалось своими силами, не прибегая к помощи там посторонних, удалось ее пока вот так подвесить. А вот мы и под ней. Не знаю, видно будет, не видно. Но, короче, она у них стояла, наверное, чуть-чуть не по оси, потому что вот отсюда сколько остается. Вот это то, что нам досталось, то есть мы ничего лишнего не вываливали, то, что нам досталось такое. А здесь вот так она заходит, получается, чуть-чуть там, сантиметр, наверное. Я чуть подрезаю ножиком, аккуратно убираю вот это все вот так. Вот. Чуть-чуть, там надо будет скинуть еще сверху, больше расковырять чуть-чуть, вот. Чтобы нормально все туда было. Вот так там, пустота сзади. И огромные саморезы, сейчас покажу. Ну, в общем, это крепко, вот она ходит, и надо будет ее поднять вот до такого уровня. Вот она уже на уровне здесь стоит, вот она. Вот она уже полностью на уровне, выровнена тут. И все это надо будет, конечно, заделать. Вот такие 5,5, по-моему, резьба. Но там, тут это какие-то 150 я брал на всякий случай. Там где-то вот 120 или какие, вот, по-моему, 120 или 90 закрутили. Чтобы здесь была... чтобы резьба сюда не доходила, там такие же саморезы наверху, на этой самой, на розетке. Резьба не доходит, она там может типа чуть-чуть двигаться, чтобы ее не двинуло вниз, не сломало, еще что-то. Подумаю, так будет, наверное, лучше. Но это серьезно, это очень серьезно, ребята. Тут один на отрыв, наверное, там 100 килограмм минимум, а там их штук 8, наверное, в розетке, в одной половинке только. Вот, и еще в другой. Это крепко, это так же, как оно стояло, собственно.
стояло оно все так же. То есть розетка была на гвоздях, здесь были гвозди. Видимо, в то время еще шурупы были не в моде. То есть мы же знаем, что там везде у нас тоже были гвозди в углах. Везде они применяли только гвозди. Это было прибито гвоздями. И потом держалась здесь отмазка. Была вот в этих областях везде. То есть, ну, как бы, как она была исторически, так мы ее и поставим, только с одним «но», что мы используем саморезы. И прокрасим, конечно, саморезики. Чтобы там ржавчина, что-то не появилась, коррозия и так далее. Ну, вот так как-то. Вот такая она вблизи, вот так она выглядит. Выглядит, конечно, круто и классно. И она у нас сошлась. Вот так. Если посмотреть, все сошлось, все прекрасно. По высотам, все классно. Все как нам и хотелось. Собственно, вот такая богатая пряничная розетка огромная. Так, надеюсь, сейчас я делаю подготовительную работу. Одну из, я сейчас объясню все, свои действия. Конкретно это же не, ну, как бы действия не касаются конкретно всегда, везде и так далее. Это касается конкретно вот этой розетки, конкретно вот ситуация с этой розеткой и общие планы вокруг нее и так далее. Что я делаю сейчас? Я думаю, камера, а ну-ка я прикрою свет, камера видит такую белую кайму вот здесь. То есть розетка более темная, кажется, да, а каемка более светлая вот по краю. Что я сейчас делаю? Я углубляю поле, немного углубляю поле. Как бы делаю его внутрь, чуть-чуть внутрь. Я сейчас поднимусь и покажу. Думаю, здесь видно. Вот, что я делаю. Я вгрызаюсь чуть-чуть в поле, подхожу ближе к рисунку. Вот так. Для чего? Я создаю адгезионную такую плоскость, адгезионное пятно. И у нас вот так она установлена. Видно, да? Мы старались, ну, не везде, где-то она пошла выше, где-то вот так чуть-чуть. Это из-за неровности потолка. Розетка у нас со стола, она ровная. Ну, потолок чуть-чуть играет. Не суть. Моя задача сейчас, то, что я делаю конкретно с этой розеткой, опять повторяюсь, это только конкретно про нее разговор, как вот здесь выходим из ситуации и из задачи. Я делаю вот так, я делаю некое такое адгезионное пятно и возможность зайти сюда другим цветом, штукатуркой, как бы подойти потолком вплотную к рисунку. Вот сюда. Не сюда, конечно, но хотя бы вот поближе к краю рисунка. Вот так. Вот так я здесь реализовал, вот так я здесь делаю потихоньку. Потому что вот здесь, например, была заделка, и здесь еще будет работа. То есть мы подойдем поближе к этому цвету, постараемся подойти чем-то. Может, еще как-то поработаем с цветом, чтобы поближе подойти как будто бы старым потолком. И зайти как будто бы старым потолком вот сюда, обнять розетку, вот так подойти к ней. Угу. То есть пока такая задача. Как я ее выполняю? Так. Я сначала попробовал этой черепашкой, вот этим вот диском алмазным, по плитке, по керамике. У меня не пошло, не получилось то, что делать, что я хотел делать. Изначально я вообще думал взять вот эту вот треугольную такую бор-фрезу, такую. Они такой вид имеют, да? Вот такой вид они имеют обычно. Какую-то с каким-то напылением жестким, диким. И типа заправить ее в дрель и уже там выгрызать потихоньку. Но столкнулся с тем, что я быстро не смог найти такую и быстро не смог купить, а мне надо бы побыстрее решить задачу. Вот. Поэтому отказался от борт-фрезы, попробовал вот этой штукой, нет, не пошло. А потом вернулся к своему любимчику, к этому самому МФИ, и вот эта вот штучка. Вот эта вот подошва такая. Это Хаммер, что-то Хаммер Флекс какой-то там. Короче, она хорошо работает со штукатуркой и хорошо работает с гипсом, хорошо выгрызает. Сейчас покажу, как работает она. Правда, мне будет неудобно, я работаю двумя руками, одной рукой здесь контролирую, чтобы поближе подлезть прям. Ну, я хотя бы покажу, как это работает вблизи.
Вот таким образом я создаю туда какое-то некое чуть-чуть как будто бы углубление. Вот так. Чтобы можно было, если что, пройти какой-то крупной фракцией, может быть, какой-то штукатурка или еще песок какой-то, может, попадется, чтобы сымитировать как бы потолок, который подойдет у нас прямо вот сюда к рисунку. Я сделаю здесь чуть глубже, сделаю как здесь. Ну, мне одной рукой так неудобно. Но я вот так вот делал и пошел туда везде, вот так. Вон видно, сетка торчит, вон сеточка вытарчивается. Но мы ее закроем, это нормально. Сейчас я спущусь вниз и расскажу про конкретно вот эти решения, почему именно так. Так, для начала еще раз покажу ее издали. Вот так она выйдет издали. Вот так она, приблизительно так она должна была бы быть смонтирована, и так она смонтирована. То есть она есть, она там, она в плоскости потолка. Сейчас на себя поверну. Так, я расположу себя как-то вот так, наверное, чуть-чуть в бок. Может, вот так даже перехвачу рукой, чтобы можно было вот сюда вставить картинку. Как это предполагалось делать? Как это предполагал делать наш архитектор-дизайнер? То есть у нас есть старые потолки, и эти старые потолки он сопоставляет с некой фамильной ценностью, с фамильным серебром. То есть они вам достались, и можно легко, очень легко их зашпаклевать и закрасить, но тогда потеряется их ценность. Угу. Я, по-моему, говорил уже об этом в этом ролике, либо не говорил. Но очень вот такая идея была. И вот, насчет вот этой конкретной, единственной большой такой новодельной розетки, которая присутствует у нас здесь в старых потолках, у него была другая мысль. Сейчас я сюда вставлю картинку. Вот сюда. Он хотел, наш архитектор-дизайнер, он хотел сделать что-то наподобие, как будто бы драгоценный камень, как будто бы это перстень. И вот эта огранка. То есть овальная розетка, овальное белое поле, овальная розетка. И вокруг нее в старой штукатурке сделать прорезь там миллиметров 5, чуть глубже, чтобы как будто бы выделить ее из старой штукатурки. Это была такая у него идея изначально. Но мне эта идея не понравилась по одной понятной мне причине. Почему так? Мы могли бы так реализовать, это было бы не сверхсложно. Так можно было бы сделать, либо сразу модель такую сделать, как бы часть овала, либо можно было бы сделать чуть больше ее, а потом прям как-то выпилить, прям ровно, когда у нас уже была бы отлитая деталь, либо сопоставить две части розетки, да, как бы, две половины, и уже потом точно выпилить какую-то правильную фигуру. Но мне это не понравилось, я постарался донести до него мысль, и он со мной согласился. Мысль такова, что он знает, он архитектор, он знает устройство врезной розетки. Я исполнитель, я работаю с лепниной, я знаю устройство врезной розетки, то есть то, что она состоит как бы из тела самого, из плинта и из рисунка. И когда это все покрашено, когда, как бы забелено, покрашено, неважно, то обычному человеку это видится, когда оно все сделано, это видится как будто бы аппликация, как плоскость потолка, потому что фон розетки это и есть плоскость потолка, что как будто бы плоскость потолка, она как бы спрятана под аппликацией, под рисунком, под выступающим орнаментом. И я это знаю, и он это знает. Но если мы оголяем, обнажаем всю эту тему, прямо обнажаем, или в случае с этим овалом мы ее выпячиваем, что смотрите, у нас есть тут некая подложка, некий плинт, некое поле, некая толщина отдельной розетки. И это будет непонятно. Это будет непонятно обывателю, почему кусок потолка вдруг приобрел овальную форму, да еще и с какой-то такой каемкой, с такой окантовкой, да, вот углубленной, как бы, зачем это? И мы отошли от этой идеи. Я предложил, а давайте-ка, нарисовал на этом самом, просто карандашом на модель нарисовал, а давайте-ка мы попробуем подойти максимально близко к рисунку, что будет понятно, что это что-то новое, это вставленная розетка, новый рисунок белый, да, это не будет краситься. То есть сейчас, в данный момент, по нашему какому-то заданию, по нашему проекту существующему, это не будет покрашено, это не будет закрашиваться, это не будет зашпаклевываться, это останется в таком виде, в каком оно и есть. То есть старые потолки, старые карнизы, старая лепнина, старые картуши и новая розетка. И я предложил, давайте подойдем максимально близко к рисунку, попытаемся сымитировать старый потолок, как бы старую
текстуру, старый цвет. Понятно, что мы не попадем идеально везде. Но мы подойдем поближе к этому и подойдем поближе к розетке, к самому рисунку. А то, что внутри уже у ней там будет что-то беленькое, это уже понятно, что вот это новое, что-то вставленное. Но чтобы не так сильно выпячивать какими-то специальными фигурами, которые здесь, а розетка, она же все же здесь рассчитана. Эта розетка здесь занимает, скорее всего, ровно треть. Я не мерил точно, но приблизительно так. То есть она занимает треть плафона потолка. Если посмотреть, вот приблизительно она треть плафона от карниза до карниза, вот так поверху. Угу. А если бы еще ее превратить в овал, то она еще больше, еще массивнее. И пока, в общем, идем в сторону вот такого действия. Мы подойдем, попытаемся подойти потолком, там, где у нас выпало, где мы изъяли часть там штукатурки какой-то ненужной, которая не историческая, и которая отдельная была вот на месте старой розетки, мы ее изъяли, у нас осталось посадочное место, и вот этими краями посадочного места с краев мы подойдем потолком аккуратно к рисунку этой розетки и посмотрим, что произойдет. То, что я сейчас вижу, как оно там, какая каемка получается, мне так видится, что это у нас получится. У нас получится подойти прям близко, чем-то подобным к старому потолку. И это будет, более так слитно. Не выпечено, новодел будет, не выпеченный, смотрите, я новодел. А он будет читаться, да, я новый новодел, смотрите на меня, я новый новодел. Но он будет такой, чуть-чуть стеснительный. Вот так. Нормально себя будет вести, и будет все с ним, надеюсь, хорошо. Посмотрим дальше, что будет происходить. Я обойду ее полностью, потом все это прогрунтуется края штукатурки. После этого все заполнится штукатурной смесью. И посмотрим потом, каков будет результат таких действий. Как она будет выглядеть уже, когда все просохнет. И будет что-то близко к финишному какому-то моменту. Посмотрим. Чего решили? Безобразие, которое на лестнице творится, перекричать. Там у нас творится безобразие на лестнице, они его перекрикивают тут. Во! Короче, все, добираем штукатуркой. Но не полностью. Я думаю, видно, там эти самые вставляют ласточкин хвост туда-сюда, чуть глубже, чем плоскость, чтобы потом уже цветом подойти. Все прогрунтовано 2 раза. Там все нормально, хорошо. И заделан теперь почти заделан стык половины. Вот так потихоньку приобретает. Или не приобретает? Приобретает. Слава Богу. Слава Богу, что по чуть-чуть приобретает. Потом высохнет этот добор. Там заполнили же место, где розетка, там была пустота между старой штукатуркой. Это высохнет, грунт, и потом уже можно будет пытаться работать с цветом именно. Так, заспойлерю чуть-чуть, я это самое. Прежде чем показать, как получилась розетка, покажу, мне нравится. Возможно, мы с розеткой тоже что-то подобное сделаем. Некие предметы гордости. Здесь чуть-чуть не подвысохло, но в каком-то таком ключе это работает. Вот здесь вставки. Вот здесь была линия разрыва полностью. Вот она видна. Вот она. Это был разрыв. Мы заколеровали новые порезки таким образом. Девочки, Ксении заколеровали. Они женщины. Женщины-сотрудницы. Вот. Мы тут нашли, что женщина-сотрудник — это очень хорошее определение. Сотрудник женщина даже. Вот. Короче, здесь нижний ряд порезок, вот здесь не было, и сверху не было. И это незаметно. Вот так. Вот так вот можно делать. Классно, супер, хорошо, и это будет ждать дизайнера. Пойдем посмотрим, какова розетка, как она будет ждать дизайнера. Прежде чем я же сделаю такую эффектную театральную паузу, да, покажу, как получилось. Говорю, ждать дизайнера, они говорят, архитектора, дизайнера, мы будем ждать еще пару месяцев его, пока он придет и посмотрит на то, что у нас получилось. И мы двигаемся по потолкам, плюс еще какие-то объекты, но наша цель к его приезду сделать все основные какие-то работы, чтобы он увидел, посмотрел, чего там получается. Я почему на себя камеру развернул? Потому что я помню, о чем я говорил несколько месяцев еще назад. Я пересматривал отснятый материал по розетке, по этой. Я говорил про материал, который можно формовать. Материал для кожуха,
хороший, качественный какой-то классный материал. Я обратился везде, где только мог, я нашел этот материал, он называется пластипаст. По-моему, пластипаст. Я скинул ссылку на видеоролик, как он работает, но, к сожалению, работает он не у нас. В связи с санкциями этот материал не завозится сейчас в Россию. Вот так. А материал американский, это, по-моему, Смузон или кто-то такой. Кто-то выпускает его, по-моему, Смузон. Ну, в общем, серьезнейший материал. Я бы хотел им поработать, и есть возможность им поработать. Материальная, скажем так, мы можем и позволить себе такой материал использовать в нашей работе. Но нет, самого материала нет, к сожалению. Так что будем по старинке дальше, наверное, как-то делать, как делали гипсом, делать кожухи. Но что поделать, я не хочу сейчас устраивать эксперименты серьезные, большие, с большими объемами смолы эпоксидной. Я не хочу так делать. Мне проще сейчас в таком наплыве событий, которые происходят в таком ключе, мне проще сделать, понятно, гипсом для себя быстро, и оно получится. Я знаю, да, будет тяжело наплевать. Пока я не готов устраивать серьезные замесы там, по несколько десятков литров там, эпоксидки. Так что вот, пластипаст. Я закину ссылку в описании на видеоролик в YouTube. Она будет в описании к ролику. Ладно, давайте смотреть, что получилось. Причем получилось прямо на этот момент, потому что как оно будет в самом конце, мы не знаем. Приедет товарищ, посмотрит, а я рассказывал, да, все истории про овалы, то это, что как мы хотели сделать, и мы ему даже посылали фото, и ему даже по фото понравилось, но видеть глазами своими вот так, прям это другое, это не фото. Так что пока промежуточная готовность выглядит вот так. Вот так выглядит промежуточная готовность. Вот так оно готово. К сожалению, у нас закрыты полностью окна, я не могу выключить свет и дневной свет, чтобы как это будет в дневном свете, мне не показать. Приблизительно я глазами, не знаю, как видит камера, я глазами вижу близость вот нашей подмазки, которая была по кругу, она близко к старому, к старому потолку. Мы подошли полностью в рисунок, как и хотели подойти. Вот я попробую приподнять чуть-чуть, вот так это выглядит. Мы подошли туда прямо к рисунку, близко-близко, и чуть подшкурили, размыли, и розетка у нас получается, она светлая, и она как бы скажем так, в старом потолке находится, почему-то она там. Но понятно, что это розетка, мы полностью ее очертили, она очерчена. То есть никакого белого фона лишнего сейчас, его нет. Может где-то что-то, там цвет туда-сюда. Я думаю, что, возможно, он приедет и захочет, скажет, ой, забелите мне все. А мы тут пытаемся, стараемся в эти тона попадать. Мы попали, много где попали, если ему надо будет лучше, мы его дождемся. Это еще несколько месяцев. Надо будет ждать его, но пока вот так. Давайте с другой стороны посмотрим. Потому что есть на что посмотреть. Оно чуть-чуть по-другому, там другой цвет, тут один цвет, тут другой. Но вот здесь мне больше нравится, как получилось. Но я хочу ему оставить, чтобы он прям посмотрел вот так, промежуточно так пускай будет. Вот такой результат. Вот. Ну чего, такой результат. Результат серьезнейших воздействий. Такого объема деталей, такого размера деталей мне не приходилось делать. Теперь пришлось. И мы это сделали. Мы вышли с честью из положения, как задумывалось, так и получилось. Приблизительно так. Как оно задумывался весь ход работ, так он и получился. Сейчас у нас на дворе месяц март, а начинали мы эту работу в месяце, по-моему, августе. Но мы не занимались только этим. Мы занимались еще много чем другим. Просто вот как-то так это растянулось по календарю. А я же говорил, да, раньше, что я не буду называть какого-то количества затраченных усилий. Но я вот посмотрел, и я думаю так, прикинул, что того времени, которое мы потратили на эту розетку, и думаю, что его бы полностью хватило на нормальный ремонт в однокомнатной квартире. Ну вот если бы человек встал такой и начал бы делать ремонт в однокомнатной квартире. Вот столько бы он приблизительно потратил времени, как мы потратили вот на эту розеточку. Я думаю так, много это, мало. Не знаю, это эксклюзивная штука, и я до сих пор не знаю решения собственника. Я ему сказал, эта форма, она есть, вам нужна, не нужна, уничтожить, не уничтожить. Он не сказал об этом. Он пока говорит, я подумаю, что с этим делать. Это довольно эксклюзивное, потому что мы пытались ее найти по всему Санкт-Петербургу. У нас было время для этого, но мы ее не нашли в продаже. Так что я думаю, что она, если есть, то где-то вот в этом доме, может где-то там по городу в единичных экземплярах. Это полностью эксклюзивная работа.
времени потрачено очень и очень много на нее, соответственно. Это хорошо, это прикольно. Мне, в принципе, как бы реакция, да? Мне нравится? Мне нравится. Я сказал бы, что мне нравится, как получилось. Это получилось, соответственно, тем усилиям, которые были вложены, которые вкладывались в нее. Ладно, на этом до свидания. Пока-пока.